ты одержим Путиным. Давай минутка покаяния. Геленджикский дворец колонизатора. Ну, на мысе тоже вкусняшка. И Алексей и Кирилл были агентами КГБ. Умный, расчетливый враг. Я сибиряк. Давай сбегать. Типа выговорился? Типа да. Если вы или ваши предки до третьего поколения родились на территории современной Молдовы, у вас есть законное право на гражданство, а через него можно восстановить гражданство Румынии. Паспорт Молдовы — это безвиз в 124 страны, учеба и работа в Европе. А с паспортом Румынии можно жить в любой стране ЕС. Оформить все документы поможет команда Документы МД. По промокоду Молдова скидка 10%. Ссылка в описании. Роман, мы недавно записали выпуск с Алексеем Венедиктовым, журналистом, который сам про себя говорит, что он человек компромисса. Угу. Ты считаешься одним из самых принципиальных среди наших коллег, и нам очень захотелось поговорить про профессию с другого, более радикального фланга, и показалось, что нет для этого лучше кандидата, чем ты. Поэтому очень хочется провести с тобой пару дней и поговорить про ремесло, про тебя и про главный объект твоего исследования, про Путина и его власть. Окей? Отличный план. Раз я упомянул Алексея Венедиктова, как ты к нему относишься? И хорошо, и плохо. Ну, хорошо тоже, в принципе, каждое слово, наверное, понятно и так. Он сделал для российской журналистики очень много. Целую радиостанцию, которую слушали тысячи, сотни, наверное, тысяч, может быть, даже миллионы людей. И которая сыграла, важную роль в истории российской журналистики, да и России в целом. А в последние годы, к сожалению, эти свои достижения профукал на разные сомнительные вещи. Если читать твое мнение в Твиттере, то оно чуть более радикально по отношению к Венедиктову. Ты ему написал не так давно следующее. Ты старый, надо же было так жизнь свою просрать. Чучело нелепое. Да. Объясню. Во-первых, за часть слов, возможно, я позже переживал, но у этого поста был конкретный повод, если ты не знал. Он запустил фотографию... Семьи Навального и его окружения. И его окружение, да. И семьи Навального. Там была Юля, например. Угу. Со словами «посмотрите на тех людей, которые отправили Навального на смерть». Это за гранью нормального человеческого поведения, на мой взгляд. А про форму претензий ты жалел потом? Я говорю, жалел, переживал. Но я из тех людей, которые, сделав, не уходят от этой ответственности. Сделал. Друзья, традиционное напоминание. YouTube, и уже не только YouTube, в России заблокирован, поэтому обязательно установите себе VPN. Например, BlankVPN. Ссылка на него в описании. И чем сильнее ограничения, тем больше нам нужна ваша поддержка. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если вдруг не были подписаны, и оставьте комментарий. Спасибо и интересного вам просмотра. Про тебя говорят, что ты одержим Путиным. Это так или нет? Да нет, это азарт, так кто-то говорит. Но это буквально цитата из какого-то моего интервью, по-моему, с Азаром, где он спрашивает, почему ты одержим Путиным. Во-первых, нет. Если что, я слышал это от десятка коллег, которые знают тебя и издания, которыми ты рулил. До какой-то степени, хорошо. По простой причине, потому что Путин руководит Россией 26 лет, и очень-очень-очень многое, что произошло с Россией и с миром за эти годы, связано с Путиным. Поэтому не заниматься Путиным довольно странно. Да. Не было у тебя когда-нибудь ощущения, что ты перебираешь, что этого too much? Too much Путина? Да, в твоей работе. Да. Например, я сейчас нахожусь в этом периоде, когда я хочу меньше Путина в своей работе. Просто я зафиксирую для тех, кто, может быть, не в курсе, и сам себя попробую подтвердить. Огромное количество расследований проекта — это про Путина или про семью Путина, чуть ли не каждая третья.
Путин исследован проектом и Романом Баданиным максимально. Здоровье, Кабаева, Кривоногих, Луиза Розова, Шамалов, Катерина Тихонова, Мария Воронцова, племянница, она же жена Цивилева. Цивилева. Да. Вы писали про резиденцию в Сочи, про Валдай, про Новоогарева, про курорт Игора, про квартиру в Кремле, про охранников. У проекта есть целые сериалы про Путина. Первый называется «Железные маски». Пример текстов. Расследование к 70-летию Владимира Путина, рассказ о том, как Кремль зачистил биографию Путина, рассказ о том, как вассалы Путина обеспечили царскую жизнь Кабаевой. Второй — это быт и нравы эпохи Путина. Кроме того, когда ты только пришел на «Дождь», ты начал делать расследования питерские. Да. Ну и сейчас ты написал книгу. Да. Про Владимира Путина. И вот, наверное, хватит. Ну, разве нет? Не, ну подожди, ну если серьезно, давай так. А кто-то в России политикой, ну, в политическом смысле вообще имеет смысл для исследования, кроме Путина? Ну, если держать в уме тезис и верить в этот тезис, что в России только один политик, если иметь в виду, что политик — это человек, который хоть на что-то влияет в политическом смысле, да, то, наверное, нет. Ну, если покупать, то Мерседес. Опиши свое отношение к Путину сейчас каким-то коротким словом. Ты его не любишь, презираешь, ненавидишь? Я над ним не подшучиваю, во всяком случае. Потому что вот это время, когда очень многие люди нашего круга считали своим долгом как бы относиться к Путину как к такому диктатору из кинокомедии, оно не проходит проверку фактами для меня. Ну, он гораздо более серьезный. Еще раз, это до какой-то степени умный, расчетливый враг. Ведь к этому же примешивается очень много чего. Он лишил меня страны, он лишил моих друзей, коллег страны. Одного моего хорошего знакомого и вообще хорошего важного человека он лишил жизни. Конечно, враг. Мы с тобой когда-то России. Значит, ну это один из объектов, которые были построены русскими, точнее, по-моему, это называлось русско-американская компания или что-то в этом духе, которая, ну, плавала каботажно с нашей Чукотки, сначала Аляска, то есть первая база — это Аляска, а потом они начали спускаться вниз, Калифорния, а самая крайняя точка на юге — это Гавайи, как известно. На Гавайях тоже были русские. И вот это, как я понимаю, один из наиболее, ну, сейчас уже поздно, конечно, сохранившихся до какого-то момента вот наших форпостов, потому что на Аляске, как я понимаю, многое исчезло, на Гавайях тоже не сохранилось, а вот этот был. Потом, правда, сгорел большей частью. Вот, это 19 век. Чувствуешь ли ты здесь что-то особенное? Обычно здесь пасмурно, вот особенно зимой сюда приедешь, здесь пасмурно, ветрено, вот такая взвесь в воздухе висит. Если туда войти и посмотреть, как жили люди в начале русские люди в начале 19 века вот в этих домах, ну вот так, просто представь. Света нет, интернета нет, книжек нет, гаджетов нет. Шанса на то, что ты вернешься на родину, скажем, в Петербург, практически, ну, их не очень много. То есть для самых оптимистов можно было устроить экскурсию на кладбище на соседнее, где просто увидишь, что предыдущие колонисты они приехали и здесь же умерли. Короче, ну, вот главное ощущение, которое у меня вызывает это место, ну, иммиграция бывает, она всякая тяжелая, но люди жили и не в таких условиях, как мы сейчас живем. То есть я сюда в какой-то момент приехал просто и осознал вот эту нехитрую мысль. Она здесь главная. Люди жили тяжело, плохо. Ну, то есть бывает хуже? Бывает сильно хуже. Еще раз, ты представь, здесь и Петербург в начале 19 века. Как из одного места в другое. Это мы, ну, то есть вот ты прилетел откуда-то, я приехал из своего дома, и завтра, там, через неделю я полечу в Европу и так дальше. У людей этого не было ничего. Считается, что это очень такой недейственный прием подумать о том, что кому-то хуже. Что бывает хуже. Ну, далеко не всем помогает. Но тебе помогает? Мне помогает. Я не страдаю. Ну, то есть будет очень нечестно, если я сейчас буду стоять с тобой и говорить, что, еще раз, во-первых, действительно, моя ситуация лучше, чем у тысяч других.
Это раз. Во-вторых, ну, я, правда, в прекрасном месте живу. И Форт Росс не главная, ну, и не единственная его достопримечательность. Поэтому нет, я не для лечения прихожу, но просто, чтобы осознать эту мысль, очень полезно оказаться в месте типа Форт Росса. А еще полезно, неважно, живете вы дома или вдали от него, учить иностранные языки. Мы уже несколько раз рассказывали про языковую школу Фрида. Puede ayudarte con todos los trámites necesarios. Буква Ф. Кто-то из наших зрителей переехал в Испанию по студенческой визе благодаря им, а сейчас у них появился новый продукт — онлайн-курсы, которые могут быть актуальны, в том числе тем, кто пока никуда переезжать не собирается. В какой бы точке мира вы ни жили, США или Канада, Россия или Беларусь, Украина или Казахстан, Аргентина или Мексика, и хотите выучить испанский язык, теперь это можно сделать без физического присутствия в Барселоне. Опытные преподаватели Фриды, все носители языка и максимально незанудная методика, благодаря которой за 12 лет работы школы язык выучили тысячи и тысячи студентов, теперь доступны на онлайн-курсах. Уровень может быть от нулевого до B2. Как записаться на эти курсы по ссылке под этим видео. Ну а если вы уже живете в Барселоне, но до сих пор не начали учить испанский, то пора. Если вы заняты работой или бытом, и у вас нет возможности заниматься каждый день, для вас есть вечерние курсы 2-3 раза в неделю. Идеальный способ, чтобы социализироваться и, наконец, начать понимать, о чем говорят на родительских собраниях. Все детали по ссылке в описании. Вперед! Для контекста, тогда, это начало 19 века, 1814, по-моему, год, тогда это не Соединенные Штаты Америки. Снизу это все испанская корона, и сюда приплывает Россия, потому что Аляска, поправляй, где не прав, у России есть Аляска, там очень тяжело все с едой, и для того, чтобы туда возить еду, нужно какое-то место в более предрасположенном для сельского хозяйства месте. Все верно. Это Калифорния. Они это место покупают. Я читал то, что они купили у местных жителей за какие-то, ну вот совсем даже не копейки. За цацкие какие-то. За, типа, сколько-то, там, чуть не за спички, веревку, что-то еще. Да-да-да, все так. Приехавшие в большинстве своем не говорили на языке местных индейцев. Большая часть Калифорнии действительно испано-мексиканская, с которой тоже особых отношений у поселенцев поначалу не было. Ну, конечно же, страшно. Отсюда и стена. Ну, отсюда стена и башни. В башнях в каких-то даже есть места для пушек. Я уж не знаю, стояли они в то время или нет, но они есть. Когда ходишь внутри, возникает, ну, и в целом, когда ты изучаешь этот вопрос, что здесь было с личной жизнью у людей? Я правильно понимаю, что, ну, кто-то мог приехать с женой, а в остальном это смешанные браки уже непосредственно с коренным населением? Ну, или не браки. Сожительство. Да. Ну, как я понимаю, очень немногие приезжали с семьями, кстати говоря. Ну, это понятно, все начальство, офицеры. А дальше я не уверен, кстати говоря, что остальные приезжали с семьями. Ты знаешь, что один из людей, который там в какое-то время либо отвечал, либо пытался отвечать за это место, был будущий декабрист Рылеев? Слышал такое. Да, и Рылеев, считается, что в одном из планов того, что декабристы могли бы делать дальше с Россией, если бы они пришли к власти, было, что семью императора они отправят сюда. Потому что, ну, типа, разумеется, там убивать семью ни в коем случае там нельзя, а если отправить их куда-нибудь в Европу, то тогда может быть поход... Ну, реванш, что ли. Реванш, да. А вот если отправить семью сюда, то отсюда... Ну, остров Святой Елены русский только, да. Ну, так это то, о чем я говорю. Это командировка в один конец для большинства. Как ты в целом относишься к... Вот сейчас, когда изучаешь историю места, в котором живешь, и какие у тебя мысли возникают про те времена? Колония, империи, расширение всех и всюду. Слушай, ну это было естественным способом освоения земель. Другого не было просто-напросто. То, что здесь творили русские, то, что американцы здесь творили, то, что творили испанцы в Мексике и дальше в Калифорнии, в Нижней и Верхней, ну это во многих случаях бесчеловечные вещи, замешанные на крови, насилии и так дальше.
Ну, это трудно отрицать. И, кстати говоря, местная культура истории музейного дела, она всегда это выпячивает. Если вот войти в музейный комплекс вот здесь рядом, в принципе, там история этого угнетения и насилия, которое принесли с собой в данном случае русские, она представлена. Так вот, это был естественный способ освоения земель. Не было бы его, не было бы освоения земель. Но вообще, мы же нормальные люди, довольно глупо подходить к событиям начала XIX века с мерилами, в том числе с этическими мерилами нынешнего. Было плохо. Как люди мы это осуждаем, как историки, глупо что-то осуждать. Это было. Не знаю, сейчас можем ли мы говорить, что это актуально, или это все-таки вещь, которая была лет 5 назад, пересмотр вот этого имперского наследия в некоторых местах, в том числе в Штатах. Как ты к этому относишься? Когда человек, который раньше был уважаемым завоевателем, сейчас подвергается обструкции, а иногда и памятники ему физически ремонтируются. Говорю как историк. Этого действительно было в последние десятилетия в Америке много. Этого было очень много в 90-е у нас на родине. Ты про пересмотр? Я про пересмотр, про изменения, про снос памятников, про переименование мест, городов, учреждений и так дальше. Слушай, я понимаю этику и логику тех людей, кто это делали, в большинстве случаев понимаю, и, в общем, и согласен с ней, потому что, людоеды есть людоеды. Если людоед умер, единственным способом его каким-то образом наказать, убрать память о нем. Логично? Логично. На этическом уровне согласен. Как историк, слушай, у меня диковинное мнение на этот счет. Я рассматриваю все, включая физические памятники. Вот стоящий физический памятник, не знаю, генералу Ли, вот там сносили в Америке, условно, на юге. Или там гору Маккинли переименовывали из Маккинли в, не помню ее нынешнее название, на Аляске. Слушайте, название это не дань человеку в большинстве случаев. Это память о каком-то историческом моменте. Вот я так к этому отношусь. Для меня название, то есть я до сих пор грешен. Город Екатеринбург называю Свердловск, потому что я вырос в тех местах. И в моем детстве, вот раз за разом, в моей молодости, у меня все друзья из Свердловска. Я понимаю, что название Свердловск ассоциируется с нехорошими вещами в нашей истории. Хотя сам Свердлов, в общем, как минимум интересная историческая личность. Но для меня это просто исторический феномен того времени, когда я вырос. Не более того. Для меня не значит, что я, услышав слово «Свердловск», отношусь к Екатеринбургу определенным образом. В таком случае Сталинград для тебя норм. Дальше начинаются нюансы, как говорится, да. Смотри, давай с Ленина начнем. Это же была какая-то маниакальная страсть у нашей страны к памятникам и памяти Ленина. Везде. То есть сверх всего, сверх логики, даже в их логике. Потом тоже начало происходить при Сталине, когда при жизни вождей был Молотов, был Сталинград и так дальше. Это первое. В том смысле, в этом не было никакой... Это была просто лесть. Это была государственная лесть. Это первое. Второе. Слушайте, Сталин животный мерзавец. Так. Не может город в России называться именем человека, который поубивал столько ее граждан. Вот все. Поэтому, простой ответ – нет. Плохо отношусь. То есть буквально в твоем представлении о исторических названиях это измеряется литражом крови, который выливается из рукавов. Историческим контекстом точно измеряется, безусловно. Ты написал книгу. Да. Почему? И не только я. Вместе со своим коллегой Михаилом Рубиным. Верно. Почему ты решил это сделать? Я работаю журналистом 26 лет. И это все 26 лет при Путине, фактически. В 99-м, когда я начал этим заниматься, он становился кем-то. То есть я наблюдал его целиком. И я вдруг осознал в какой-то момент, что мне даже для самого себя, черт с ней с книгой, очень хочется сесть и воспроизвести все, как я это помню. И, может быть, даже в процессе этого воспроизведения понять про это время что-то простое и очевидное спустя 26 лет, но что я тогда не мог заметить просто в силу мелькания новостей перед глазами. Вот это первый мотив. Мне просто захотелось сесть и вспомнить для себя. Второе. Мы начали работать над книгой в районе начала новой войны с Украиной.
То есть это где-то был конец зимы 22 года. Это не было связано напрямую, но было связано вот каким образом. Слушайте, очень много, с сожалением это говорю, очень многое из того, что происходит в мире сейчас, сделано либо Путиным, либо потому, что Путин сделал это возможным. Войны, воровство, популизм. Поэтому мы поняли, что это время для того, чтобы написать книжку про Путина. А третье, в книжке в том числе довольно большая часть посвящена истории российских медиа, того урона, который им принес в том числе Путин. И с этой идеей написать что-то про российские медиа я живу очень давно, а здесь возникла возможность скрестить одно хорошее с другим хорошим. Вот. И до какой-то степени это, знаешь, это психотерапия. Тебе стало легче, когда ты писал? Мне стало легче, когда я закончил. Типа выговорился? Типа да. Насколько правильно считать, что основной читатель — это иностранец? Я не прочитал всю, я прочитал треть. Для тех, кто погружен в контекст и следил за новостями и более-менее за медиа, там не так много нового. То есть это дайджест, да, с новыми деталями, с новыми подробностями, но у многих ощущение такого дайджеста за все эти 25 лет будет. Просто ты очень хорошо погружен в детали, значит. Просто есть люди, которые не настолько погружены в детали, для которых очень многое там было. Да я так тебе скажу, там было очень много нового для меня, когда я вспоминал какие-то события. Приведи один пример. Давай поговорим про события, нам обоим более или менее известные. Ты снимал про него фильм, я занимался им как журналист, и оно занимает важное место в книге. Это «Беслан». Ты знаешь, по прошествии лет, если изучать события Беслана, там в книге в том числе они основаны на разговорах с человеком, который прежде не выходил в паблик и не говорил о своей роли в расследовании. Он под своим именем там? Да. А скажи, кто это? Там в том числе рассказывается о работе так называемой парламентской комиссии по расследованию. В ней было много членов, и одним из членов был такой в тот момент видный единорос Ахмед Билалов. Он выходец из Дагестана и, видимо, по причине своего кавказского происхождения был включен в комиссию. Повторю, единорос в тот момент абсолютно лояльный, потом жизнь распорядилась по-другому. Билалова, как известно... Уехали из-за Сочи? Да, совершенно верно. И спустя годы он решил рассказать про то, как работала эта комиссия. В принципе, это было для меня все новое. Мне понятен был контур, как она работала и для чего она была нужна. Но вот для того, чтобы показать, как эта машинерия работала, для прикрытия жопы. Потому что единственная цель у комиссии была прикрыть жопу. Мне было очень интересно. Какой версии один из главных вопросов, главных вопросов бесланской трагедии, из-за чего начался штурм? Ты имеешь в виду, начали ли его специально для того, чтобы сорвать возможное участие Масхадова в переговорах? Да, есть две версии. Это, а вторая, то, что раздался выстрел и... раздался взрыв внутри. Взрыв внутри спортзала, и поэтому начали штурмовать. Какой версии придерживается Билалов? Еще раз, он не может придерживаться версии, он рассказывает, как строилась работа комиссии. И он говорит следующее, что, конечно, комиссия не исследовала вообще вопрос про Масхадова. Несмотря на то, что вот в этом промежуточном докладе, итоговом докладе Торшина упоминался Масхадов, вообще версия про то, что с Масхадовым кто-то вел переговоры и его ждали для того, чтобы провести переговоры и вывести, боевиков безопасно из школы, вообще комиссией не рассматривалась. А так он, конечно же, верит в то, что в Савельевскую версию, так называемую, в то, что первый выстрел раздался с чердака дома напротив. Так, это дом правителя. Надписи на русском языке. Пардон. Оружейная комната, да. В целом, это такой геленджикский дворец колонизатора. На мысе тоже, кстати, да. Все сходит. Да. До эпохи коптеров. Так.
Ну, а здесь другие орудия труда, на них тоже монополия. О, грабельки. Не факт, что все, конечно, так было, то есть даже, скорее всего, точно не так все было. Что ты... В смысле, они собрали в одном здании там сколько-то реквизита. Это не значит, что когда он здесь жил, у него стояли в комнате грабли. Еще здесь черепица из секвойи. Так это общая практика в Калифорнии в старых домах. Черепица, не только стены. Я снимал первый свой флигель, когда в Стэнфорде был в 17 году, в доме постройки 20-30-х годов. Ну, он был ужасный, но в доме, которому принадлежал этот флигель, крыша крыта редвудом, ну, вот секвойей. Это обычная практика. Это же очень выгодно в этом смысле. В смысле, он сохраняет тепло внутри, не пропускает... Ну, то есть он и в жару, и в холод хорош. Он не промокает, и самое главное, он не поддается насекомым. А здесь написано, это опочивальни этого главного? Не знаю, кстати. Нет, ну, в целом мы вот почти такое на Airbnb снимаем, когда в Америке. Я думаю, место даже, может быть, и поменьше у вас. Не, место значительно поменьше, я про качество матраса. Но вопрос, оригинальная ли кровать? Здесь земляника есть? Есть. Есть у вас земляника наша? Есть? Есть? Да. Сам даже этим летом в районе Пало-Альто ее срывал. Но не такая вкусная ведь? Не такая вкусная, конечно. И не так много, не так изобильно земля местная. Все. Так, на Reels для Rush Today наработали. Да. А вот как будто это он с женой. Да. Прялка. Прялка. И самовар. И книжка. Одна из тех трех. А в каком-то другой избе? Да, где-то есть полка, да. Полка. И икона нашего. Ну, сейфик, вот там выручка депонировалась. Аскетично, но очень. Ну и ты представляешь, что гарантированно на всю жизнь. Ну, почему на всю жизнь? Они же вахтовым методом жили. Ну да. Даже на Салютских островах люди возвращались. А отсюда ты подавно. Поэтому и тем более большой начальник. Вот. И к тому, что ты понимаешь, что как бы здесь у них, ну, как я это себе интерпретировал, когда читал, что, по крайней мере, у начальства у них же было ощущение, что это не иммиграция. Они на благо страны или там на благо бизнеса. Нет, на психологическом уровне, конечно, это воспринималось по-другому. Но давай на житейском. Ну, тут ты приезжаешь, и ты, ну, не знаю, у тебя первый шанс оказаться обратно со своей семьей, если повезет, если ты здесь от болезней, от, не знаю, от плохой погоды или со скал не упадешь. Ну, у тебя через несколько лет когда-то это появится шанс. Да и то, ну, а может не появиться. И почта не ходит. И почта электронная так совсем медленно ходила. Смотри, как работала privacy тогда. Вот такие мега-ставни на случай, если будут атаковать, и чтобы какую-то часть времени можно было выиграть. Да. Я бы от детей так сделал у себя, да, конечно. Понимаю, о чем ты. У тебя был пост, мысль про то, что мы в нулевые, условные мы, восхищались предпринимателями, а зря. Разверни, пожалуйста, эту мысль. Разверну. Ну, она не совсем так звучит. Конечно, восхищаться можно кем угодно, это не может быть зря или не зря. Ну, во-первых, этот пост был посвящен отчасти и в значительной степени личному опыту. Я возник как журналист вот в этот период, во времена бурного роста российской журналистики за счет бурного роста российской экономики. Олигархи приобретали газеты, сайты, журналисты получали, как ни в чем не бывало, квартиры, не только в России. Ездили за счет своих героев, не знаю, на Каннский фестиваль и так дальше. Это было такое время... Квартиры давали за работу? Я только про беспроцентные кредиты слышал, но от работодателя. Ну, квартиры, конечно. Ну, а где НТВ живет? Да наверняка это было и почаще. Квартиры, машины и прочее. Неважно. Было время бурного роста, когда вдруг перед нами, перед журналистами, возникло немного другое представление о журналистике как таковой, что это как бы сервисное представление о журналистике. И это касается не только там деловой, политической журналистики, да всех, светской журналистики, да даже спортивной. А это запускало цепь таких необратимых событий, как самоцензура. Ну вот я вспомнил спортивную. Тебе, наверное, проще это знать. А скажи мне, какой-нибудь из спортивных СМИ за все эти годы
написала расследование про букмекерский рынок. Главный рекламодатель, видимо, российской спортивной журналистики. Да. А я подозреваю, в букмекерском рынке одни мерзавцы. Не обобщаю. Там там это очень темоемкая индустрия, да. То же самое дальше в прочих отраслях. Но дальше как бы начинается хорошая часть. Окей, давай про это тоже поговорим. Я абсолютно на этическом, эмоциональном уровне согласен вот с этим лозунгом, который был тогда придуман в газетах «Ведомости», «Коммерсант», журнал Forbes, что это новый класс, который мы должны как журналисты поддерживать. Я согласен с этим. Предприниматели. Предприниматели, конечно. Я согласен с этим. Но возникло ложное лекало. Приведу пример. Недавно, буквально пару дней назад, мы смеялись с коллегами очень интересному факту. Один из них показал фотографию, сделанную в 2005 году. Фотография забора и ворот в то, что потом, спустя только 5 лет, стало называться Дворцом Путина. В 2005 году территория бывшего пионерлагеря была огорожена, и на ней развешаны всевозможные плакаты, сообщающие о том, что там будет. И среди прочего висело 2 рекламных плаката, которые рассказывали, что территория внутри, в том числе, имеет отношение к таким организациям, как дзюдо-клуб Евара-Нева и дзюдо-клуб Отечество. По-моему, так. Это 2 организации, теснейшим образом связанные не только с Ротенбергом, но и с Путиным. То есть, в принципе, нехитрых усилий, инвестиций, сил и средств, потраченных на попытку узнать, что же тут строится, было достаточно в 2005 году. И узнать это, а не в 2010, когда про это впервые рассказал Колесников. Это я к тому, что у нас как пелена какая-то, знаешь, на глаза опустилась тогда. Мы писали про успехи нередко забывая задавать критические вопросы. А иногда не задавали критические вопросы, потому что герой публикации вез нас в Канны на кинофестиваль. Это я для примера. Вот что я имел в виду. А спустя годы это привело к тому, что мы все видим, как бы. Моя коллега Лиза Осетинская сказала, мне стыдно, что я занималась этими людьми в какой-то момент. Я согласен целиком и полностью. Мне стыдно за очень многих людей, которыми я занимался как моими героями. Стыдно за то, что они оказались не героями. Ты знаешь, без названия организации и имен, есть люди, которые посидели в тюрьме в России, потом с голым задом, прошу прощения, эмигрировали в попытке обустроиться на новом месте, где занимаются борьбой с Путиным. У них нет ни денег, они болеют раком и как-то живут, сводя концы с концами в какой-нибудь Литве или Латвии. В какой-нибудь, это не в уничижительном смысле, например. И не боятся. А богатейшие люди, которые могут за свои деньги буквально себя утрамбовать охранниками, этого не делают. Конечно, они скажут, что а как же? Ответственность моя как работодателя перед теми, кто у меня есть в России, перед контрагентами. А вдруг у меня отберут что-то оставшееся? Я привожу пример. Есть люди гораздо менее защищенные, которые этого не боятся делать. А там ссыкло на ссыкле. Правильно ли предъявлять людям за страх? Ты говоришь, ссыкло. Правильно ли труса критиковать за то, что он боится? Когда человек простой на улице не смог дать сдачи, убежал от нападающего на него преступника, нет. Когда человек построил свою карьеру и богатство на том, что он заработал в России, на приватизации предприятий и дальше по списку, конечно, обоснованно. Слушай, колокол, да, Санкт-Петербург, завод мастера, купца Михаила Макарова. И сзади еще. Макарова-Стуколкина. Отлит в Санкт-Петербурге на заводе. И, как я понимаю, можно сделать вот так. Можно же, да? Можно, ты гость. Да. Блин, да. Бестолочь. Да, мало каши хватает, да. Обед. Я не хотел так громко. Ничего. Вот это мощь. Вот это...
Давай сбегать. Да. Для понимания, в каком штате и месте ты живешь, мы сегодня завтракали в дайнере, и справа от нас была пожилая пара, и женщина, там, в течение 30 минут выслушивая наш разговор друг с другом, она задала вопрос: «Вы русские?» И через несколько фраз, которые после этого вопроса была произнесена фраза «Господи помилуй». Оказывается, она пела в церковном хоре, хоть она и католичка, но в православной церкви, которая была где-то рядом с ней, их приглашали петь, и она знает какие-то песни. Ну, как тема прекрасна Калифорния. Ну, рядом могли быть там практикующие кришнаиты, амиши и дальше по списку. Вот эта вот культурная ткань, она из самых разных материй сделана. В книге у вас так много про церковь. Да, мы с этого начинаем. Почему? Вы посмотрите на него. Ведь это же стало главным пунктом его программы с какого-то момента. Церковь, вера, разговоры про Бога. Это раз. Во-вторых, вера и вера, если, зрители этого не знают, но мы там рифмуем вещи под названием вера и верность, одновременно анализируя и веру Путина в Бога, и верность его друзьям, и его друзей ему. Поэтому это очень важные и связанные вещи, с которых мы и начинаем. Вы, как про доказанный факт, говорите, что и Алексей, и Кирилл были агентами КГБ. Мы пишем, что это было скрыто, во всяком случае. Но это не может быть стопроцентно доказано, покуда эти архивы второй раз не попадут в руки читающих нормальных людей. Ну вот как раз в этом-то у меня вопрос, что вы говорите про это как про факты, а насколько это факты? То есть насколько это доказано для людей, которые привыкли оперировать фактами с той серьезностью, которую это делаете вы? Я тебе так скажу. Очень многие факты, существующие в нынешней России, невозможно доказать стопроцентно, опять же, покуда мы не можем иметь более или менее свободный доступ к архивам, которые, даст Бог, сохранятся. И это касается не только Алексея и Кирилла. Это первое. Во-вторых, про них доказано с разной степенью уверенности. Про Алексея, как известно, более или менее это установлено благодаря тому факту, что часть его жизни архивировалась в странах Балтии. И там были открыты архивы, из которых более или менее это понятно. Потому что он жил и служил в Таллине. Ну, он вообще, собственно говоря, оттуда, да. Про второго тоже есть интересный пункт в его биографии. Как известно, он, будучи, советским священнослужителем, само словосочетание довольно странное, работал большую часть своей советской карьеры за границей. И, в частности, швейцарские журналисты, где он работал настоятелем, по-моему, в Женеве была у него кафедра. И швейцарские журналисты в свое время анализировали ту часть, которая была, которая досталась им. И про него тоже более или менее швейцарская пресса уверенно писала, что это так и есть. А дальше есть великая, могучая логика советская. Еще раз, два этих человека сделали карьеру на связях за границей в советское время и на вопросах имущества церкви. Это два главных церковных вопроса, которые вообще не делались без надзора соответствующих органов. Поэтому факт как минимум частичного сотрудничества с конторой, конечно, очевиден. Рядом с Форт-Россом есть река, которая называется Russian River. Да. Славянка она называлась раньше. И еще там есть, кстати, вино, винодельные, которые под этим именем существуют. Да. И там же знаменитая резиденция или имение Джорджа Лукаса. Да. А еще там из известного городок Севастополь. Себастопол. Через «Б». Да, совершенно верно. Который, как известно, напрямую с Россией не связан, а назван так, скорее всего, по историческому недоразумению, потому что основная легенда гласит, что назван он был так после того, как в местном, там еще не было поселения как такового, где-то в этой местности случилась очень большая драка. Произошло это в середине XIX века, на слуху тогда была Крымская война, и в частности осада Севастополя. И в том числе, за эту историческую аналогию, что такое большое мочилово произошло в тот момент, когда где-то на другом континенте люди себе друг друга истребляли, назвали Себастопол. В Севастополе отличный
Отличный, рекомендую. Яблочный фестиваль каждый сентябрь. Все, сидр, яблоки, пироги. Яблоки давят, не только едят там. Да, да, да. Рома, мы поговорили с тобой в США, разъехались, и за то время, что мы монтировали, происходило разных вещей, в том числе с объектом твоего исследования. Поэтому мы созвонились снова для того, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Встреча Трампа и Путина на Аляске. Как это видел ты, как это воспринимаешь ты? Как я это вижу? Ну, Путин победил. Свои собственные комплексы, свои... Да много чего победил. Да и, в общем, какой-то тренд победил. Ему нужно было разорвать блокаду. Он это успешно сделал. Больше смысла у этого всего, по большому счету, не было. Я думаю, так. А это победа? Ну, в той ситуации... Все победы относительные. Относительно того, в какой ситуации был Путин на протяжении всех лет войны, конечно же, это победа. Он съездил в другую страну безнаказанно, без проблем. Встретился с президентом крупнейшей и сильнейшей страны, крупнейшей с точки зрения денег, я имею в виду. Какие проблемы? Жал руки, смеялся. Прилетел спокойно, улетел спокойно. У него даже была культурная программа. Когда происходят такие встречи, очень много обсуждают самых разных организационных вопросов, от того, как дорожку стелят, до того, как выглядят телохранители. Ты, когда писал книгу, когда следил за Путиным все это время, какие самые необычные бытовые вещи заметил у него? Ой, это, кстати, классный вопрос совсем, потому что мы и когда писали книгу, и когда работали над какими-то расследованиями о Путине, мы много этого говна смотрели. Иногда даже непозволительно много. И когда мы работали над книгой, там есть вот эта вот знаменитая фотография, когда Путин в компании Дюмина и Золотова приехал в феврале 2000 года хоронить Собчака в Петербург. Очень смешная, кстати говоря, фотография, хотя и похороны, 25 лет прошло. Там Золотов в черных очках стоит. Сразу за спиной Путина. Это февраль. Петербург, серое небо, серый и желтый снег вокруг. Все серое, и стоит человек в темных очках в городе, где нет никогда солнца. Про него так и говорят. Он представляет себя Джеймсом Бондом. Мы это цитируем, эти слова в книге. Это, видимо, действительно так. А Дюмин настолько, так сказать, был подле босса, что он на засыпанную землей, грунтом могилу поставил ногу. Если найти эту фотографию, он вот так вот стоит, а одна нога у него стоит на могиле. Скорее всего, это сделано потому что там вокруг очень много людей, и Дюмин такой позой как бы охраняет своего начальника. Что ты думаешь о том, в какой точке сейчас находится журналистика летом 2025 года? Я глобально, не только про российскую, а мировую. У нас разные колхозы. В том смысле, что российская находится в другом, чем мировая. Есть общие проблемы, есть очень частные. Мы находимся в момент вызова, причем очень многогранного вызова, начиная от вызова под названием АИ и заканчивая вызовом традиционным под названием окраска политическая, которая... в силу объективных и субъективных причин, таких как Трамп, Нетаньяху, Хамас и дальше по списку, она только обостряется сейчас. Твоя цитата. «Куда мир-то идет?» The Economist пишет как про факт про мать Путина в Грузии. Да. The Observer о том, что убивать — это в русской культуре. The Observer, а что там с евреями и цыганами, например? Результатом войны Путин уже может быть доволен. Это с одной стороны. С другой стороны, Daily Beast, как я понимаю, далеко не маргинальная медиа, делает текст про фем-активистку Дарью Сиренко и называет ее главный враг Путина.
Но она пишет просто, невероятно стыдными формулировками, настолько, что самой Дарье неловко. Она пишет большое письмо и опубличивает его. Письмо журналистке, которое ты написала: зачем вы так сделали, это просто как бы неправда, и вы выставили меня на посмешище. Еще ты предъявлял американскому Форбсу и европейскому политику, что они отмазывают олигарха Березкина. У многих было ощущение, что есть мир, где медиа все-таки следуют каким-то стандартам и их придерживаются. А вот даже там 3 этих примера, которые первые приходят в голову, кажется, что не так. Согласен. Смотри, первое, как я и сказал, когда поляризуется общество, неизбежно поляризуются и СМИ. Появляются свои и чужие. Это одна из причин. Вторая. Вообще журналистике всегда и любой свойственна гонка за эксклюзивами, конкурентность и все вот это. Отсюда рождаются всевозможные кликбейт и прочее, и выпячивание того, чего в реальности, может быть, и не стоило выпячивать. И у этого тоже есть отчасти объективные причины. Называются соцсети, и вообще модели потребления. Вы же помните, с чего начинались соцсети? Это был прорыв, это был гигантский прорыв в общении. Люди могли узнавать интересы других людей, в том числе и в новостях, и в медиа. Возник колоссальный, фантастический, мы были счастливы. Что это был за канал распространения медийной информации? Facebook, Twitter и так далее. И вот мы находимся в 2025 году. Играют ли эти соцсети такую же роль, как лет 10 назад? Да нет, это коммерческое. Тебе предложат несколько рилсов про котиков, рекламные посты, интеграции и так далее. Все, они прекратили выполнять роль связующего звена между качественными медиа и аудиторией. Или выполняют его в очень небольшой сфере, во всяком случае, в очень небольшой степени, во всяком случае, Facebook и Twitter. Медиа опять схватились за старые, так сказать, проверенные способы. Кликбейт, броские заголовки, не всегда соответствующие правде. Журналистика и активизм слились? Во многих местах сблизились. Это хорошо или плохо? Это по-разному, но это, видимо, неизбежно. Давай минутка покаяния. Я даже в нашей работе такое чувствую. И иногда постфактум жалею, что не отследили какие-то вещи. Но да, этого очень много, и это грех не только российских СМИ сейчас. Твоя цитата по отношению к Юлии Навальной. Ага. Юля, ты фантастическая, и ты эту мразь победишь, а мы поможем. Это слова активиста или журналиста? Давайте кое-что личное тогда расскажу. Давай так. Этот пост был написан после убийства Алексея и после того, как Юля сказала, что она готова заниматься тем, чем занимался ее убитый муж. Так получилось, что когда убили Алексея, потом его похоронили, и на 9-й день после этого за столом собрались очень ограниченная группа лиц, семья Юля с Дашей, моя семья и еще одна семья наших друзей. Поминки. Так случилось. Это было, понятно, тяжелое мероприятие, я напился. Но важно другое. Я сидел и на протяжении всего времени поглядывал на Дашу, на дочь Алексея. А тут же и моя дочь играла, маленькая. Я посматривал периодически на них вдвоем. Вещь ведь какая? Так повелось, что у отцов с дочерьми особая такая связь, забота. Не знаю почему. Я прихожу, когда домой поздно, опаздываю и не успеваю обнять дочь перед тем, как она спать ложится. Я потом полночи спать не могу. И нет оснований предполагать, что у Алексея не было чего-то похожего к его детям и дочери, конкретно, которая была за столом. И у меня это как-то... То есть они сначала его посадили, лишив возможности видеть, как растет его дочь, радоваться за нее, обнимать и так дальше. А потом убили просто, чтобы уже наверняка, чтобы этого не было никогда. И это образ, с которым я живу с того момента. Я вспоминаю, как я смотрю на Дашу, как я смотрю на свою дочь. Так что, Юр, у меня к этим бледям кое-что очень личное. Так я не предъявляю. Это конкретный эпизод. Ты спрашиваешь активизм, да, это конкретный эпизод. Мы должны найти и рассказать,
Как они это сделали? Это месть. Если она активизм, да, окей, активизм. Я спросил про это. Если ты слышал как бы претензию в эмоции, то я не был... Не, все нормально, я тебе нет. Нет, я просто прекрасно тебя понимаю, и более того, я очень, все, что ты, многие вещи, которые ты говоришь, они пересекаются со мной очень сильно. Хоть я всегда держался, у меня не было личных отношений ни с Юлей, ни с Алексеем, но уровень моего уважения к Алексею огромен. Юр, я тебе не в претензию, я просто решил объяснить. Но у меня возникает вопрос, не вредит ли такой активизм твоей работе? Блогер в Ютубе, не интервьюер, а ты расследователь. То есть это работа, которая гораздо меньше про журналистику мнений, а она больше про журналистику фактов и про холодный расчет. Ну, во-первых, как я сказал, иногда я замечаю в нашей работе, но не конкретно по той теме, про которую ты сказал, какой-то перехлёст. И сожалею об этом. И хочу, чтобы этого не было. Но конкретно, когда идет речь про расследование убийства Навального, о чем и шла речь, собственно говоря, в том посте, это месть. Ее можно называть активизмом, как угодно, но это как бы... это месть. Что ты думаешь про Трампа? У тебя есть тред в Твиттере, который начинается с фразы «Трамп – мудак». Да? Это правда. Он нарцисс, отличный шоумен, которому собственные дарования шоуменские и обстоятельства, которые превыше его воли, позволили стать президентом страны. То есть он такая эстрадная звезда. Все, что он делает, нужно в первую очередь рассматривать через, так сказать, призму эстрады. Даже простейшее. Посмотрите на его команду. Ведь, в общем, понятно, что большую часть команды он отбирал не по профессиональным качествам, а по принципу у них есть своя аудитория, они настолько медийны, что у них есть своя аудитория. Они настолько хороши медийно, начиная от внешности и заканчивая своими словами. Тем, что они говорят. Вот по этому принципу он их выбирал. Посмотрите на женщин, которые у него в команде. Они выглядят, скажем так, как героини женских телешоу. У них у всех большая аудитория. Кристи Ноэм в обтягивающем термобелье в сальвадорской тюрьме, где 1000 людей сидят у нее за спиной, скованные наручниками в одних трусах. Что это, если не шоу? Конечно же, он шоумен. И это очень многим нравится. В этом вообще вся история Трампа. То есть для меня, по большому счету, наверное, не секрет, что Трамп за время своего президентства обосрется сам, как политик. Но вопрос же более широкий. Наделает ли он столько глупостей, чтобы обосралась сама идея, что быть шоуменом – это достаточно для того, чтобы быть большим политиком, быть президентом такой страны? Вот это серьезный вопрос, потому что, если не провалится сама идея, то следующим шагом будет следующий шоумен. Не знаю, кто это будет. А тебе не нравится, когда шоумен президент страны? В этом нет проблемы, если есть за этим человеком содержание, конечно. Нет, я ничего не имею против шоуменов. Давай так. Я бы съездил с удовольствием в Лас-Вегас, возможно, посмотрел на шоу Дональда Трампа. Оно было бы вполне уместно. За Зеленским есть содержание? Наверное, безусловно, больше. Вообще, давай так. Зеленский человек в сложнейшей ситуации. В том смысле, он избирался президентом страны, которая тогда не была в войне, и, наверное, он не думал о том, что она так скоро окажется в состоянии войны. Была. В войне такой. Хорошо, да. А тут такой вызов большой. Конечно же, это и его поменяло, и добавило ему совершенно новое содержание. Но, безусловно, это тоже очевидно, что и в Украине многое делается ради пиара, то есть ради картинки в первую очередь, в том числе и Зеленским. Но в его случае за этим что-то есть, за этим есть борьба за страну, за народ. А в случае с Трампом я не понимаю, что за этим есть, кроме гонки за процентами в рейтинге. Представим себе, что Трамп закончит войну Украины и России. Поменяешь ли ты о нем свое мнение? О нем нет, потому что, давай так, я его не буду за это точно хаять никаким образом.
А чтобы поменять, ну, послушай, ох, война. Даже и если это случится, я имею в виду, при нем в обозримой перспективе случится мир, наверное, конечно же, я скажу ему все-таки спасибо, потому что я из тех, кто считает, что мир чем можно скорее должен наступить. Как тебя изменила и изменила ли жизнь в Штатах? Ну, меняет, наверное. Про изменило не знаю. Меняет. Слушай, смотри, конечно, моя иммиграция именно в Штаты до какой-то степени случайна. Ну, у меня были связи с Калифорнией, потому что я провел, вот я рассказывал, 2 года в Стэнфорде. И когда нас признали нежелательным, нужно было уматывать буквально в течение дня. И мне поступило предложение опять из Стэнфорда. Это до какой-то степени случайность. Но до какой-то степени осознанная. Ты знаешь, что я тебе скажу? Ну, одна из самых больших проблем про Россию, которая вот мне на бытовом и на журналистском уровне была видна, это такой наш патернализм. Очень большой патернализм. Что-то за нас делает государство, что-то за нас, оно нам должно, что-то за нас делают другие люди, организации, работодатели и так дальше. Америка полярно другой случай. Если уж отвыкать где-то от патернализма, то уж по бразильской системе. Радикально. Да. А тебе самому приходилось только отвыкать? То есть Да на ты уровне что? чего? Сдача декларации? Ну, это самый очевидный пример. Хочешь, расскажу? Значит, утро дня, я сижу, пишу книгу дома. Моя семья тоже чем-то занята, большая. И вдруг из разных концов нашего дома крик: «А где вода?» Я подошел к крану, открыл, действительно нет воды. Там, значит, в другой комнате случилось событие пострашнее, не буду детально рассказывать. Что такое? Выходим из дома. Там буквально за секунду подъехала служба, закрутила какой-то магистральный вентиль и повесила на него табличку, что вы лишены, значит, права пользования водой. Не заплатил? При том, что, сейчас объясню, при том, что я примерный плательщик, в том смысле, что, ну, как бы, мы платим, часть из этого, тем более в интернете, то есть это делать более или менее удобно. И выяснилось следующее, что да, действительно, компания, которая предоставляет нам воду, она переехала с одного сайта оказания услуг на другой сайт. Она не обязана никого уведомлять, а может быть и уведомляла как-то. А мы просто это не заметили. Ну, то есть в нас сработал советский патернализм. Ну, оно же работает. И тот факт, что мы просто забыли, тот факт, что мы уже там условно 3 или 4 месяца к тому моменту просто не приходили вот эти вот, как в Москве называют, жировки. А мы этого не заметили. Ну, мы виноваты. Он сидел полдня, или даже больше, без воды. Нужно было куда-то поехать, что-то там заплатить, покрыть фи и так дальше. Ну, это вот такая бытовая деталь. Но этого много, очень, это везде здесь, так или иначе. А тебе важно быть самостоятельным? Независимым и таким сепарированным? Не, ну я надеюсь, что я примерно с 16 самостоятелен до какой-то степени. Но слушай, ну это минус, который вот мне был очевиден во мне и там, в каких-то людях окружающих. Конечно, он неприятен, когда ты его видишь в себе. Конечно, его хочется победить до какой-то. Хотя иногда хочется, конечно, с няней. Иногда хочется с няней. Ты понимаешь, это сейчас с няней, чтобы было понятно эту фразу. Это цитата. Значит, очень мне нравился этот кусок. По-моему, это Гроссман писал. У него один герой очень классную речь толкает. И она в памяти сидит. Один герой, это про 30-е годы, про Сталина речь. Говорит, а ты представляешь, если в газетах писали не то, что там писали, а информацию. Сколько людей сбил трамвай, какой недород в Курской области, что произошло на последнем пленуме. А ты представляешь, что можно прийти в библиотеку и взять любую книгу. Когда нас, говорит, отпустят погулять без няни. И вот это вот без няни, оно, конечно, оно резонирует. Хочется без няни. Один мой коллега и довольно близкий человек, который тоже работает в журналистике, он очень болезненно переживает то, что происходит сейчас вообще в журналистике во всем мире. Я просто зачитаю часть нашей с ним переписки, с его разрешения.
Мне сейчас сложно быть в чем-то стопроцентно убежденным в мире, где медиа себя дискредитировали. Любые доказательства могут быть сымитированы, подделаны или подтасованы государствами в нужном русле. Соцсети создают эхо-комнаты, в которых все так крепнут в одном убеждении, что больше не верят в очевидное и начинают это повторять. То есть, условно, я раньше мог, безусловно, поверить расследованию «Нью-Йорк Таймс», ФБК, «Медузы». Сейчас не могу. Короче, сейчас мир, где можно почитать, послушать мнение, но не факты. Резонирует ли и отзывается ли что-то из этого тебе? Отчасти, но вот смотри, когда перед тем, как ехать сегодня сюда на интервью, я читал интервью, расследование «Нью-Йорк Таймс» про то, как Нетаньяху, премьер-министр Израиля, фактически отказался в какой-то момент приостановить военную операцию в Газе по сугубо политическим соображениям. Ну, потому что его рейтинги катились вниз, его коалиция грозила распасться. Это фантастическая работа. Вот как здесь говорят, tailored, сшито по фактам, все исключительно хорошо. Я не представляю, конечно, как такую работу можно сейчас сделать в России, потому что там буквально рассказано по минутам о ходе встреч высшего руководства Израиля и принятии тех или иных решений. Ну вот такой пример. Да нет, ну покуда такое есть, и покуда я могу такое читать и делать такие выводы, она жива, она возможна. Но то, что говорит твой друг, в том числе и я, судя по примерам, которые ты сам вспомнил, ну да, этого становится больше, к сожалению. Про расследование проекта хочу спросить и про то, как вы добываете какие-то части этих расследований. Да. Например, расследование про Рамзана Кадырова, 20 или больше 20 миллионов просмотров на YouTube. Ну, если про YouTube, да. Да. Там есть факт о том, что одного из его врагов дали на съедение львам. Как доказали, что его съели львы? Ну, если ты вспомнишь, там сформулировано немного по-другому. Что... Этого здорового, как медведь человека, свою правую руку Кадыров позже убьет. В 2009 году, как писали чеченские блогеры, он натравит на Мамака льва. Выглядит как фантастика, но это реальность. Это реальность с учетом, и дальше там как... Судя по тому, как Кадыров одновременно расправился с братом Мамака, в казнь с помощью льва верится легко. Тем более, что у Кадырова, как у всякого уважающего себя диктатора, есть зоопарк с диковинными животными. Чеченские блогеры писали, что брат Мамака Ахмед Исрапилов был обезглавлен. Ну да, да. Правда, в качестве иллюстрации в посте чеченского публициста Майрбека Тарамова ошибочно приведен снимок из венесуэльской тюрьмы. Ну смотри, в некоторых эпизодах, и это, в принципе, распространенная практика и в других наших расследованиях, и вообще в других расследованиях, не имея возможности доказать что-то на месте, мы ссылаемся таким образом. То есть в данном случае там даже должна была быть приведена публикация, в которой утверждалось про льва. Это реальная публикация чеченской оппозиции. Но почему ты безоговорочно веришь в чеченской оппозиции? Я не безоговорочно верю. Если бы я безоговорочно верил, я бы сформулировал эту фразу по-другому и убрал бы это упоминание. Ну, то есть если бы мы были уверены в этом факте. Насколько ты уверен? Ну, то есть... Во льве? Да. Как и вообще во многом, видимо, что касается расследования про Кадырова, это очень интересный опыт. В начале работы над этой темой она продолжалась очень долго. Я бы, наверное, сказал, что я не уверен очень многом из того, что мне предстояло в процессе доказывать, нам предстояло в процессе доказывать. Я тебе так скажу, мы, мягко говоря, недооцениваем масштаб этой личности. Ну, там зверские законы. На основании других примеров, их показательности, их жестокости, ну, как бы я пересмотрел вообще свое отношение к тому, как следует расследовать Кадырова. То, что нам казалось немыслимым, мыслимо. Вот каким я вышел из этого расследования. Давай еще один факт, и я потом как бы главное сомнение, главную претензию читательскую приведу. Там есть ответ, есть деталь про убийство бывшей девушки и радость, которую он испытал. Да. Это дается со слов одного знакомого. Конечно. По словам одного из знавших его людей, услышав новость о гибели девушки, Рамзан обрадовался. Тот же собеседник уточняет, что в момент гибели Жанетта носила ребенка. В этом факте уверены на 100%.
Вот вы доверяете даже факту того, что он делится не только фактом про ребенка, но и эмоцией. Что он обрадовался, говорит знакомый, и для вас это достаточное доказательство, чтобы передать это. Да, безусловно, потому что речь идет про встречу 3 человек, фактически. Но это участник разговора на 3 человек, один из которых Рамзан Кадыров. И ты уверен, что этот человек встречался с ним на 3? Уверен, абсолютно. К чему я спрашиваю, допытываюсь про вот такие детали? Ты прав. И у меня похожее ощущение сложилось, когда я читал ту треть книги, которую я прочитал, что все ли это факты, или среди них есть не факт, в котором ты уверен, а убежденность, убежденность в том, что это не точно было, а в том, что могло произойти, исходя из репутации и других поступков этого человека. Не совсем так. Я бы сказал по-другому. Есть стопроцентные факты, а есть интерпретации людей, с которыми мы говорили про какие-то факты. Это есть всегда. К сожалению, это родовая травма любого гуманитарного творчества. Журналистики в том числе. И мы про это честно говорим, в том числе в преамбуле к книге, где рассказываем, что память не только подводит, но иногда искажает. Вы в книге про Путина приводите факт того, что Сечин уступал ему хату для встречи с девушкой. Но это же тоже дается со слов одного знакомого. Вы не упоминаете его, но ты уверен, что этот знакомый говорит правду? Да. Он работал вместе с Сечиным и Путиным тогда? Возможно. А факт то, что жена Сечина рассказала тогдашней жене Путина, тоже он приводит? Угу. И ты не сомневаешься в этих фактах? Конкретно в этом факте. Да. В том, что произошла измена и произошло выяснение отношений, нет. Так, тогда еще по расследованию. Есть ли какие-то сомнения в расследовании про купание в ванной из оленьих рогов? Расследование про здоровье. Про здоровье, где был эпизод, что очень многие люди, включая Путина и Шойгу, и Миллера и так дальше, да, и как один используют такую процедуру. Да. Нет. Там один из источников знакомый главы государства. Да. Прям знакомый главы государства готов сейчас быть источником расследовательского издания, которое ненавидит Путина и которое, предположительно, тоже не любит Путина. Я тебе могу просто покивать головой, да. Но в целом ты касаешься большей проблемы. Число этих источников и их ценность, соответственно, несоизмеримо растут последние годы. И они есть? Они есть. Они исчезающие есть. Но важно понимать, что на их место нередко могут самовызываться люди, которые называют себя таковыми, но таковыми не являются. Это одна из бед нынешнего положения российской журналистики. Вы за такое, как я понимаю, предъявляли «Медузе» и Перцеву, знаменитые инсайды Перцева, и у вас вышел даже целый текст про это. Текст про все, и там был эпизод про Перцева. Да, если коротко, про то, что огромное количество... У наших коллег из «Медузы» есть рубрика, где они рассказывают о том, что происходит в кулуарах российской власти, исходя из инсайдов, которые есть у их политического обозревателя Андрея Перцева. И вы сделали статистическую подборку, в общем, того, сколько из этого сбывалось, и она была, в общем, удручающе мала, результативность этого. Не допускаешь ли ты, что ваши источники... И там мысль, как я понимаю, была, или подозрение, почему так происходит, потому что источники намеренно вот так вот искажают эту картину. Или не являются источниками по теме. Да. Насколько вероятно, что так же поступают и ваши источники? Мы все ходим под Богом, мы такое допускаем. Мы прикладываем усилия для того, чтобы этого избегать или, по крайней мере, отлавливать на каких-то поздних стадиях. Но в условиях нынешней работы российских журналистов с Россией это возможно. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Мы далеко, с нами опасно, с нами сложно, непросто. Качество этих источников неизбежно ухудшается. В чем мотивация настоящих источников делиться информацией в условиях, когда, если про это станет известно, им просто оторвут голову? Смотря о каких людях мы говорим. Если мы говорим о тех, кто внутренне или даже уже внешне не согласен, например, эмигрировал, но не хочет называть себя публично. Таких большинство, кстати говоря. Потому что даже эмигрируя, люди не теряют известной связи с Родиной и риска попасть под раздачу.
то у них мотив более или менее понятен. Они как бы потому и говорят, что они не согласны. Но есть люди, которые продолжают жить внутри и жить в системе. Слушай, там все сложно. Первый мотив — красная папочка. Я это где-то говорил. В том смысле, что люди внутри системы, они продолжают друг с другом воевать. Им на этих фронтах важно, там, не знаю, свое положение приподнять, а положение своего противника преуменьшить. И любые союзники подойдут, в том числе проект. Да. А другое, ну, опять же, это не значит, что мы выполняем их волю в этом вопросе. А другое, ну, слушай, это, наверное, опыт. Те, кто долго работают на этом рынке, благодаря каким-то личным отношениям и старой памяти, умудряются сохранять какие-то контакты. Можешь ли ты назвать себя патриотом России? Да, правда, да. Многие не поверят. Расшифруй ответ. Почему? Ну, то есть почему ты сам себя так идентифицируешь? Почему я считаю себя патриотом? Ну, уже мне снятся сны про Россию, я думаю про нее часто. Я хочу туда поехать. А снятся? Снятся. Вот 3-го дня снился Курган, мой родной город. И знаешь, в чем проблема? Утром проснулся, помню, что снится Курган, а что именно нет. И вот так весь день голову ломал. Наверняка какая-нибудь страшная херня. Правда. Ну, то есть тебе Россия снится в каких-то хороших... В разных. Я просто один раз сталкивался с людьми, которые тоже 100%, они не только называют себя патриотами, я про них могу сказать, что они патриоты России, но они рассказывали, что им Россия снится в таком контексте, что они даже во сне понимают, какой сейчас дата и какие законы сейчас в России. И если они понимают, что они во сне оказались в России, то они понимают, что их сейчас отправят в тюрьму, и их как выбираться. То есть... Не, ну я тебе могу тоже на сладенькое рассказать, но у меня был сон, как меня везут в Чечню. Было ли тебе страшно выпускать расследование про Рамзана Кадырова? Ну, до какой-то степени. Слушай, вообще смешно говорить про это и вспоминать спустя время. Я вот в какой-то момент... Это же не первое наше расследование про Кадырова. Проект выпустил, работая в России, когда все были в России. 3 больших и очень говнистых истории про Кадырова. Включая там первое расследование о том, как они, собственно говоря, отбирают бизнесы и зарабатывают деньги. Где прямо рассказывалось про Делимханова, про грязные методы. И я помню, что когда оно было опубликовано, я, значит, утром... Я жил на границе Битцевского леса, очень люблю это место в Москве. И по утрам ходил там, бегать не могу, а ходить могу. И вот я специально, значит, мы его опубликовали, чтобы ни на что не отвлекаться, я пошел гулять по лесу, там связи нет, как правило. А выходя из леса, значит, мне пишет какой-то мой коллега, ну, это смелость. И, знаешь, я такой, ну, какая-то херня. Ну, в том смысле, приятно, конечно, когда коллеги пишут хорошие, но в целом я не осознавал уровень этой угрозы, а осознал только уже вот после Кадырова, когда уже были мы все за границей. И только тогда пришло в голову, что мы, в общем, под таким риском тогда ходили. Поэтому, когда в этот раз выпускали, ну, наверное, в меньшей степени. То есть было страшно, скорее, просто даже за другое. Ну, как воспримут? Это новая форма была для проекта. Мы сделали 3-часовой документальный фильм, вложив в это какое-то. Вот за это было страшно. Ну, как бы, пойдет, не пойдет, полетит, не полетит. Ну, да. А физически, скорее, нет. Хотя у нас было совещание уже перед выпуском. Потому что я один живу здесь, многие другие участники замысла живут не здесь, не в России, конечно. Но в тех местах, где легче дотянуться. Присъюмабли, как говорится. Может быть, а может нет. Никто же не знает, к сожалению или к счастью, пока не случится. Но у нас было совещание, мы еще раз... Все сказали осознанное «да». Осознанное «да» на что? Что выпускаем? Что выпускаем. Путин мир в Чечне, хоть и такой ценой, считает достижением. Считаешь ли достижением ты? Ну, во-первых, мир всегда лучше. Во-вторых, по-моему, у Кремля в 2000 году и дальше по списку, вплоть до 2007 года, была куча возможностей попробовать по-другому устроить этот мир. А как, например? Например, ты не поверишь, создать политическую конкуренцию в Чечне. Поощрить ее каким-то образом.
не закрывать глаза на преступления в начале, потому что, закрыв в начале, все последующие закрывания глаз, они уже были естественными, это как спираль. Когда Кадыров, предположим, убил первого своего политического оппонента, были все возможности остановить Кадырова. Сейчас поздно, потому что в этой карусели насилия Кремль уже такой же участник, как и сам Кадыров. И уже как-то не с руки. А тогда была куча возможностей. Еще раз, но с другой стороны, историю Чечни нельзя рассматривать в отрыве от истории России. В большой России происходило ровно то же самое. Но мир, безусловно, лучше войны. Как ты думаешь, что будет после того, как Рамзан Кадыров будет не у власти? Так Рамзан Кадыров будет не у власти, когда Путин будет не у власти. Неважно, про какую, про физическую смерть или про что-то подобное мы говорим. Но они друг с другом связаны. Ну или, во всяком случае, если не Рамзан Кадыров, то семья Кадыровых, условно говоря. Поэтому здесь то же самое. Нельзя говорить о Чечне в отрыве от России. В Чечне прекратится власть Кадыровых, когда в России прекратится власть Путиных. Адам Кадыров преемник? Так считает большинство разговаривавших с нами людей, больший преемник, чем другие дети, во всяком случае, я так скажу. Но, опять же, пока никто не отменял те же нормы законов, по которым президентом становился Кадыров. Ни Адам, ни кто-то из других его сыновей не может стать главой республики сейчас. Поэтому в любом случае, если речь про относительно близкое будущее, главой республики станет кто-то из других людей. Адам Делимханов. Недаром Кадыров за последние 3 года переженил всех на всех. То есть все 3 рода из 4 главных в Чечне сейчас породнены, причем не единожды породнены. Делимхановы, Кадыровы и Геремеевы. Только Даудов пока холостой. Это нужно в том числе для того, чтобы обезопасить преемника от регента, регента от преемника и так дальше. У тебя есть информация про актуальное состояние здоровья Кадырова? Нет. Помимо той, что была приведена в расследовании, напомню, говорилось, что у него действительно проблемы с почками, которые он так или иначе решил. Но у меня есть 2 наблюдения, основанных в том числе на разговорах с людьми, когда мы готовили этот фильм. Первое и самое важное для меня. Один из собеседников, очень хорошо знавший Рамзана Кадырова, вспоминает как неоднократное следующее событие. Рамзан связывался со своими конкурентами, или людьми и политиками, которых он считал конкурентами, следующим образом. Он сажал какую-то своих жен, предположим, или из каких-то родственников, друзей, и просил связаться с этим человеком по телефону и просто поговорить с ним о жизни, о Чечне, о Кадырове. А сам сидел рядом и слушал это по громкой связи. Это такая степень кавказской паранойи. Ему хотелось таким образом узнать настроение людей на том конце провода по каким-то простым, актуальным событиям чеченской жизни. Иногда он потом вмешивался со смехом в разговор, а иногда, видимо, нет. Это я к тому, что ему очень нравится испытывать окружающих на разных, в разных пограничных ситуациях. Поэтому я допускаю, что значительная часть этого шухера вокруг здоровья, она нравится самому Кадырову. А потом он выходит здоровый, помолодевший, как уже было 2 А второе, слушайте, медицинская тема одна из самых закрытых. Поэтому, когда мне пишут СМИ, что у него некроз поджелудочной железы, с которым вообще, по-моему, больше очень ограниченного времени не живут, я все-таки начинаю сомневаться. А Путин патриот России? Я думаю, есть моменты, когда он так о себе думает, безусловно. Это же хороший вопрос. Мы же не знаем, а Путин вообще способен на честный разговор, честный интимный разговор с самим собой. Вообще, хронические лжецы, они способны на честный, откровенно болезненный, на то, чтобы задать самому себе болезненный вопрос. Я не знаю. Это вообще очень редкий человеческий навык. Природа оградила нас от возможности задавать себе убийственные вопросы. Оградила? Да, как самосохраняться виду? Так многие саморазрушаются. Многие саморазрушаются. И, по-моему, такой подъем терапии, вопрос ментального здоровья, он же как раз из-за этого существует. Потому что люди наконец поняли, что кто-то занимается разрушением. Это же экспириенс очень важный в жизни каждого человека, хотя бы иногда честно с собой говорить.
на неприятные для самого, для себя вещи. Ну, не могу похвастаться, что мне это часто удается. Иногда доводилось. А вот Путин, он же врет непрерывно по очень большим поводам. Он же там не врет, ты помыл посуду? Да, помыл. Поводы у его вранья покруче. Говорит ли он с тобой об этом? Если говорит, а потом выходит и дальше врет, ну это совсем патология. Есть ли какое-то ощущение того, что цензура и риски у медиа при Трампе начали появляться? В этом больше шума или ты, как журналист, чувствуешь эту угрозу, живя в Штатах? Абсолютно невыдуманные страхи. Более того, они уже перешли из стадии страхов в стадию более или менее реальных вещей. Ну, одни из них более пугающие, другие менее пугающие. Большой американский бизнес, как бы совершенно неожиданно, оказалось, что тоже не прочь поиграть вот в ту же игру, в которую играл крупный российский бизнес под названием «показная лояльность». И штука в том, что американский бизнес – это не только, ну, условно говоря, Costco, Walmart и дальше по списку крупных компаний. Это в том числе медийные компании. А иногда медийные компании в сочетании с традиционной экономикой. Ну, классический пример – Безос, который владеет крупнейшей интернет-компанией и владеет Washington-Post. И все скандалы с Washington-Post еще на стадии избирательной кампании ты наверняка знаешь. Из них вытекает, что наиболее вероятно Безос и его менеджеры, которые рулят медийной частью его империи, конечно же, ну, предпочитают быть поосторожней с политикой, скажем так. Это примерно соответствует моим воспоминаниям про Россию начала нулевых. Ну, идем дальше. Ну, Маск – очевидный пример. Уход от политики вообще, соцсети под названием Facebook – очевидный пример. То, что сейчас происходит с CBS, ну, с Paramount и ну, главным образом это для CBS угроза в результате слияния и возможного, так сказать, ну, как выхолащивания части сути CBS. Все это реальность уже. Это вообще как бы, ну, мы, русские мигранты, живем как бы в череде открытий. Мы же когда уезжали и когда жили там, и когда, ну, жили там более или менее свободно, нам же всегда казалось, что где-то есть как бы островки совсем чего-то другого, и там люди живут по другим принципам. Ну, я не хочу сказать, что мы идиоты, слабоумные вовсе, но всегда так, когда не окунаешься во что-то глубоко, тебе представляется, что ну там-то как? Ну, там-то же принципы, там же то, другое, третье. А потом реальность чуть-чуть подобламывает, причем в разных, ну, вот это такое для меня открытие. Местный бизнес медийный тоже не, так сказать, не спешит на баррикады бежать. Или другой феномен, который стал для меня открытием, даже не столько, когда я уехал, и вот это вообще феномен, там, условно, последних пары лет. Я был поражен, насколько люди, которые, вот, знаешь, избавились вчера только от одного сапога, предположим, убежали из России от путинского сапога, что готовы тут же целовать другой в разных формах. Ну, нужен пример. Объясню. Среди моих друзей, коллег, знакомых во всяком случае, очень многие люди отстаивали совершенно оправданный, очевидный принцип. Не все русские виноваты в Путине. Ну, правда же? То есть есть такая точка зрения. Вы, русские, виноваты в том, что Путин стал вашим президентом. Потому что, вы сначала его выбрали, а потом недостаточно протестовали против него. Так, да, есть такой тезис. А коллеги что делали? Они оправдывали? Сейчас объясню. Нет, они тоже, соответственно, говорили, да, этот тезис, ну, в том смысле, русские не несут все ответственности за то, что они не свергли Путина. Потому-то, потому-то и потому-то. Вот такие люди. То есть они были тех же принципов, что и я, например. Я тоже считаю, что все русские не несут ответственности за Путина. А теперь многие из тех же людей говорят буквально следующее. Хамас и арабы – это одно и то же. Это знак равенства. Они выбрали Хамас в секторе Газа. Они несут ответственность, поэтому давайте они будут меньше есть, но возможно, так сказать, осознают, что Хамас – это зло. Другой пример. Многие мои знакомые коллеги, которые вчера говорили, что любая спецслужба – это зло, это изначально исковерканное представление о морали. Нельзя сотрудничать с ФСБ. После начала войны стоят в очереди на разговоре, как там оно это называется, СБУ,
военная разведка, Кирилл Буданов, вот вся вот это вот, все спецслужбы зло. Короче, это вот одно из неприятных открытий, которое подарила иммиграция. Очень много и вокруг нас тех же проблем. На какие деньги живет проект? На маленькие. На деньги доноров, из которых примерно до 10% это деньги индивидуальных доноров, ну, донатеров, то как что называется, и на 90% деньги больших институциональных организаций. Что это за институция? Ну, название я же тебе не скажу, ты же понимаешь, и не потому, что я хочу таинственности нагнать, а потому, что это статьи для много кого. Это организации, которые либо А, поддерживают демократию, либо Б, поддерживают журналистику. Когда речь заходит про Россию, первых существенно больше, чем вторых, к сожалению. Потому что, если, например, говорить про американские СМИ, вторых сильно больше, чем первых. А разница в том, что... В чем? У первых есть политическая заинтересованность? Нет, есть государственные деньги. Вот в чем разница. Потому что в организациях, которые нацелены на политические реформы в России, которые являются политическими по сути, у них нет ничего плохого, но это деньги, так или иначе, первоначальным источником которого являются государства. Там, Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада, Австралия и так дальше. А когда речь идет про журналистику, это в большинстве, в подавляющем большинстве, частные фонды. Ну, там, не знаю, семья Сандлеров, которые сделали про публику. Или там Knight Foundation, который поддерживает, или Ниман, который поддерживает журналистику в Штатах, а также множество других более мелких организаций. Они частные. Вот, наверное, основное отличие. Но, поработав с этим миром уже изрядное количество лет, я хочу сказать, я работал с теми и с другими. И в разных качествах. Вот работая в Стэнфорде, я получал зарплату от одного из частных, от фонда Найта. А в проекте есть и деньги, например, приходящие от политических организаций. Так вот, поработав с теми и с другими, я главное это понял. На уровне методов они не отличаются, слава богу. В том смысле, что ни одни, ни другие не нарушают гласные правила этого сотрудничества. Это деньги не в обмен на что-то. Это деньги в обмен на вашу репутацию. Если вы дорожите вашей репутацией, вы будете работать хорошо и независимо. А если вы перестанете работать хорошо и независимо, вы разрушите свою репутацию, и денег мы вам больше не дадим. А как это выглядит? Вот смотри, они дают деньги, есть ли какой-то KPI, и есть ли что-то, что вы должны сделать взамен? Не знаю, как вообще, поэтому обобщать не буду. У нас нет. Так. Ну смотри, я слышал, я не пересекался никогда лично, но слышал, что бывает история, когда какие-то требования... По посещаемости? Не, это понятно. Это как бы, ну, что это KPI, цифр, это норм. Именно вмешательство в редакционную политику возможно. Нет, это... Ну, это нонсенс. Это сразу красный флаг. Множество красных флагов, во всяком случае, в моей практике никогда не сталкивался. И тех доноров, которых знаю я лично и по много лет, я даже себе помыслить ситуацию, когда они могут предложить такое, не могу. Ну, это разрушение базового принципа. Но, я про это тоже писал, тут же очень многое меняется с Трампом. И, как мы помним, это одно из первых действий, которое осуществила администрация Трампа применительно вот к этим грантам на развитие демократии в мире. Они, например, среди прочего, потребовали от организаций, получающих государственные деньги, в тот момент, наверное, еще был USAID, в Восточной Европе, вообще в Европе, в том числе в Восточной Европе, что, считай, Россия. Письменные расписки. Этот факт освещался в американских СМИ. Письменные расписки, где сказано, что их деятельность будет соответствовать внешнеполитическим интересам США. Ох. Ладно бы, это само немыслимо, само по себе, но это еще и статья для всякого человека, который подпишет подобную бумагу. Ну, ты представляешь, условно, там, не знаю, правозащитная организация, которая вывозит, там, не знаю, мобилизованных из России. И часть их фондов, я не знаю, как у них на самом деле, это абстрактный пример, приходит от USAID.
И USAID запрашивает у них бумагу, в которой написано, что они обязуются, что их деятельность будет соответствовать... Госизмена. Это госизмена. Смотри, можно ли на деньги фонда, например, из Евросоюза, сделать расследование о коррупции Урсулы фон дер Ляйен? В смысле, нам, например? Ну, например, да. В смысле, есть ли у нас барьеры для того, чтобы, да. кроме Например, журналистских... у вас есть фонды из Евросоюза? Из Европы, конечно. Из Европы, вот. Например, у вас есть фонды из Европы, связанные с европейским правительством. Да. Они дают вам деньги на журналистику. Можете ли вы, как медиа, сделать расследование про коррупцию Урсулы фон дер Ляйен? Например, тебе или кому-то? Ограничений такого рода перед нами нет. Но мы не делаем их не по этой причине, просто предваряя следующий вопрос. Вы их не делаете, потому что... Почему? Это не ваш фокус. Это не наш чай, да. Да, допустим, это не ваша экспертиза. Но представляем себе ситуацию. У вас оказался в команде человек, который там в... Ну, давай проще пример. Мы узнали факт, что какой-то европейский чиновник... Поставляет оружие, обходит санкции или поставляет оружие в Россию? Вкусняшка. Так. Вы можете выпустить про это расследование? А если это будет Урсула фон дер Ляйен? Ну, то есть чиновник топ-уровня. Думаю, да, тем вкуснее тема. И у тебя не будет никаких барьеров для того, чтобы это публиковать? Нет. У вас в книге есть момент, где, но не ты, а твой соавтор, Михаил Рубин, описывает ситуацию, когда на каком-то сборе редакторов с людьми из администрации президента ему то ли Тимур Прокопенко, то ли кто-то еще давал конверт чисто отблагодарить за сотрудничество. То есть это была какая-то взятка с 5000-ми купюрами. Ну, не отблагодарить за сотрудничество, потому что подразумевается, что оказана некая уже была услуга. Нет, никакой услуги не было. Это такое вот как бы на будущее. Мировоззрение. Да, типа это норм. Да. И он рассказывает, что не взял, хотя очень хотелось пересчитать и узнать, за сколько меня хотели купить. Еще он рассказывает историю, что когда не мог найти работу, его звали в не независимые медиа, а в государственные, и там произносилась фраза, что возьми же уже от системы. Система тебя не бросит, да. Система тебя не бросит, и захочешь Ламборгини, подарят. Это медиа из структур Чемизова было или откуда еще? Или там нет, по-моему, там даже это называется. Это была история под названием Андрей Костин, глава ВТБ, хочет запустить свое СМИ. Есть ли у тебя какая-то история из расследовательской жизни, когда тебе нужно было необычно вести себя с источником, чтобы получить какую-то информацию? Должен ли ты с источниками выпивать? Можешь ли ты позволить себе их коррумпировать? Нужно ли платить им деньги за то, чтобы они рассказали что-то? Ну, про деньги давай сразу отвечу: никогда, ни за что. Но, если, ты, видимо, интересуешься, есть ли какая-то грань, которую я не могу перейти. Да. Ну, есть. Товарно-денежные отношения. То есть, если вторгается что-то дороже $50, мы для себя выбрали, допустим, в $50 укладывается, если обедает, и один из гостей заплатил за другого. Это укладывается более-менее в $50. Угу. Вот. Это внутренний, это в коллективе такое правило. Да, такое правило. Оно не уникальное, оно было. Слушай, я тебе про это расскажу, тоже смешное. Я работал в журнале Forbes, и мы описываем, кстати, этот эпизод в книге. Есть такой персонаж Алишер Усманов. Он давал тогда интервью, одно из двух вообще своих больших интервью, именно журналу Forbes. Дал и дал, там, со своими плюсами и минусами. Потом прошла какая-то неделя, и в редакцию приезжает какой-то вип-курьер и привозит, автору этого интервью, девушке, моей коллеге, сумку Hermès Birkin. Мы тогда приценили, конкретно та модель в районе 30-ки стоила, $30 000. Они все дорогие, та такая была. Не самая дорогая, не самая дешевая. Так у нас было целое совещание, это совсем чуть-чуть больше $50. Нужно было решать, как быть, с этим артефактом. Ты же понимаешь, что здесь как быть, это не просто отдать ему бросить, швырнуть в лицо, а как быть так, чтобы он не снял интервью, в том смысле не забраковал свои цитаты, согласовал. А интервью еще не вышло? Оно случилось? Еще не вышло, да. Оно было взято, и через неделю, по-моему... сейчас могу ошибаться, конечно, в деталях.
Ну, нет, мы ее послали, чтобы она ему артикулированно объяснила вежливо, что это выходит... Ну, знаешь, это как работает. Алишер Бурханович, мы не имеем на вас права гневиться, потому что вы же могли не знать про наши правила, но вот следующий раз будет означать, что вы знаете наши правила и пытаетесь нас коррумпировать. Ну, вот всегда такие разговоры. Бывало, и у меня такие разговоры приходилось вести. Там, да, один источник меня приглашал свозить по Карибским островам, там все такое. Ну, чтобы мы могли поговорить, не с целью меня, не знаю, развлечь. Ты не поехал? Я поехал за свои, ну, за корпоративные. На Сен-Бар полетел за свои? На Сен-Бар бы меня не пустили, но там неподалеку, где была возможность, конечно, да. Ну, наша работа непростая и в смысле денег, да. А источник стоил того? Вообще капец. А это источник для книги или для чего? В том числе и для не вышедших еще статей, которые будут этой осенью, и для книги тоже. Даже в книге я даже упоминаю, что там есть рассказ про встречу с этим человеком, но она там так для атмосферы больше, потому что там был очень смешной разговор. Он нам рассказывал про... Ну, неважно, канва не важна, просто был один очень примечательный момент. Этот источник более всех прочих русских слов использовал одно «дать». Вот он его в разных словах... «Дать» означало всегда одно и то же. Дать взятку, ну или дать откат, дать что-то, что делало другую... Ну вот сейчас это выглядит не смешно, когда мы это с тобой обсуждаем через Zoom, а там это было прям настолько выпукло. Вот в каждом следующем производителе, так мы ему дали. Ну, так и ей мы дали. И я в какой-то момент принялся считать, сколько раз он, значит, говорит это слово, ну, насколько мог, там в блокнотике отмечал. Но получилось там несколько десятков, под 50 раз просто вот в коротком разговоре они там кому-то давали. Цикл статей про Путина? Новый? Материал, который ты готовил? Нет. Нет. Ага. Вау. Не, мы иногда можем. Ты писал несколько раз про финансирование медиа, и в целом ты пишешь про медиа много. Несколько цитат. Про Радио Свободу, когда пошли сокращения, стали известны детали того, какие там бюджеты. Прошла новость, что Всемирная служба BBC объявила о планах сократить 130 сотрудников. Эта мера поможет корпорации сэкономить 6 миллионов фунтов в следующем финансовом году. И ты написал, что интересно и то, что СМИ сможет без особых, видать, потерь отрезать от бюджета 7 миллионов, это доллары, и дальше жить так, что лично я, как читатель, вообще ничего не замечу. Пойду расскажу своей редакции. Еще когда прошла новость, что Радио Свобода, еще до того, как пришел Трамп и пошли сокращения, хочет создать развлекательное ТВ и пригласить туда звезд уровня Максима Галкина. Ты написал, как потратить еще $1 миллион с уже известной эффективностью. А когда телеканал «Вот-вот» запускал антиколониальное кулинарное шоу, ты написал, ну, наконец-то, хипстеры с Патриков придумали, как просрать деньги американских налогоплательщиков. Вынося за скобки, что антиколониальное шоу кулинарное — это полный переугар и вообще просто порча всей идеи по рефлексии там, людей про имперство и все остальное, вынесем это. А весь остальной контент? Нет, ну там были онлайн-концерты, еще что-то. То есть, нет, потому что они музыкально делали, у меня нет вопросов. Это красиво снято и поддерживало артистов, которые эмигрировали. Вынося это за скобки, для американского налогоплательщика вообще есть разница, на что идут его деньги, на расследование про Рамзана Кадырова или на антиколониальное кулинарное шоу? Так вот он, я перед вами. Для меня есть. Я американский налогоплательщик. Посты эти писал, как американский налогоплательщик. Ну, ты платишь налоги с денег, которые ты зарабатываешь в том числе на деньги, которые получаешь от американских налогоплательщиков. Ну, как и еще добрая половина Соединенных Штатов. Послушай, ну, во-первых, есть, конечно, потому что культура требовать ответы за свои налоги в США не умерла. Она развита, конечно же, есть. Это не значит, что всякий американский налогоплательщик разбирается в телеканале «Вот-вот» или, там, не знаю, USGM, то, что называлось, это головная организация, которая «Голосом Америки». И «Радио Свобода». Но, ну, давайте назовем вещи-то своими именами, чего мы все вокруг да около. Всякая государственная структура по определению менее эффективна, чем любая частная или даже нон-профит.
Всякая большая организация по определению более бюрократична, чем всякая маленькая. Давайте также будем честны. Давно каждый из нас и известный ему круг людей регулярно следил за «Голосом Америки» и «Радио Свободы» как поставщиком информации. Ну, если на все эти вопросы ответ нет, то, наверное, есть вопросы к такой трате денег. Вот. А вообще, зачем американскому налогоплательщику спонсировать медиа российское? Вот здесь я готов ответить только за себя, как американского налогоплательщика, потому что в Америке существуют разные взгляды. Есть огромная часть населения, которая считает, что вообще не нужно. Я из тех, которые считают, что нужно, но нужно рационально. Зачем? Ну, первое, Америка по-прежнему, слава богу, является примером демократического устройства повседневной жизни, во всяком случае, в вопросах медиа и прав человека. Поэтому это пример, достойный трансляции в мир. Во-вторых, слушайте, это выгодно и самой Америке, потому что чем больше людей живут по тем же правилам, по которым живешь ты, тем лучше. У вас был материал про то, что «Новую газету» финансирует структура Чемизова. Если быть точным, Адониева. А Адониев — это... Близкий к Чемизову бизнесмен. Бизнесмен, обязанный Чемизову, в том числе своими успехами. Да. Как ты к этому относишься, когда такое важное медиа, как «Новая газета», получает деньги у таких людей? Получало, да. Видимо, получало. Да скорее плохо, но плохо с пониманием. В том смысле, я всю эту ситуацию тогда болезненно понимал, в том числе на основании разговоров с Дмитрием Муратовым. Это было какое-то неизбежное зло, которое и они это понимали, и приняли такое решение. В общем-то, не от хорошей жизни, хотя и не то чтобы от очень плохой. В том смысле, что коллективу было важно сохранить себя в том первозданном виде, которым он возник в 90-х, как уникальный журналистский коллектив, говорю без иронии, и который очень много сделал. И в тот момент, когда один платеж остановился, мы там рассказывали в этой заметке, как это все было. Там был Лебедев, который полез на рожон, и которому запретили дальше финансировать, и редакция в один день или там в течение месяца осталась без гроша. И перед ней маячили очень тяжелые вопросы. Редакция тогда приняла решение сохранять себя в этом виде во что бы то ни стало, в том числе ценой денег, которые, как все понимали, шли от Чемизова, а не от Адониева все-таки. Единственный ли это вариант? Был ли выбор? Я считаю, что выбор есть всегда. Возможно, стоило меняться, возможно, стоило отрезать ненужное, бумажную версию, здание, whatever. Это всегда очень болезненный процесс. Или сохраняться в первоначальном виде. Редакция решила так. Я бы не хочу себя представлять даже на месте Муратова в тот момент, но, наверное, был бы не готов на такой поступок. А почему деньги от Чемизова — это не норм, а от Прохорова для РБК, где ты работал, пока Прохоров был владельцем, это норм? Во-первых, Прохоров открыто владел РБК. Разница, да. Это прям прямая разница. А вторая, ведь проблема же не в деньгах, а проблема в том, что приходит вместе с деньгами, что написано на конверте. Мы же рассказывали в той заметке про то, что были определенные ограничения. Они были минимальные, как считают в «Новой газете», и, наверное, так и есть, но они были. А напомни, личная жизнь Путина. Личная жизнь Путина, а также сам Чемизов, во всяком случае, согласование с самим Чемизовым. И были примеры, когда заметки, касавшиеся Чемизова, не выходили в «Новой газете». Более того, были и обратные примеры, о которых мы тоже пишем, когда заметки, очень выгодные Чемизову, выходили в «Новой газете». Прям коммерческие заметки, судя по их внешнему виду. В РБК, во всяком случае, в том трудовом контракте, который подписывал я, моя коллега Лиза, и который соблюдался на протяжении всего времени, что мы там работали, таких пунктов не было. Вот разница. Возникала ли у тебя хоть когда-нибудь такая короткая упрощенная цепочка? В какой-то момент и здесь нельзя будет говорить то, что ты думаешь, или то, что ты считаешь. Еще плюс есть риск, что там Путин станет союзником текущей администрации США, и таких, как ты, людей, которые борются с Путиным, расследуют его преступления, отсюда либо выгонят,
Либо просто накажут по законам Российской Федерации. Слушай, было. У меня есть даже на этот счет история вполне практическая. Да. Потому что, я не считаю себя в числе первых людей, которые бы пострадали, ежели бы такое случилось. У меня есть попервее человек. Он был источником в паре наших материалов. И он здесь живет, пытаясь получить политическое беженство. Он, давай так скажу, он гражданин не только России, но и Азербайджана. И как ты видел в последнее время Трамп же много сделал, много, так сказать, знаков внимания разным мерзавцам. Лукашенко, Алиеву, Путину, еще наверняка каким-то. И с Азербайджаном он особенно тепло стал, так сказать, дружить. Они подписали при нем мирный договор, они там еще рядом. И у меня раздается звонок, мне звонит мой источник, вот этот бывший, и говорит, я прошу срочно о встрече, чтобы посоветоваться. И мы встретились, и он вывалил на меня, прям неподдельный животный страх. В Америке он находится без документов достаточных. Раз. То есть первая его угроза, ему могут просто отказать во всех этих политических ходатайствах, сказать, что вообще Алиев хороший человек, он вчера был в Белом доме, какие проблемы, езжай на родину. Это первое. Второе, мы этого тоже не видим, потому что это за пределами нашего радара, но Алиев не менее жестокий мерзавец, чем Путин, наверное, даже более, так сказать, более банальный. Если нужно кого-то убить, отлупить где-то и так далее, с этим вообще никаких проблем. Вот тот же мой источник находился какое-то время под охраной ФБР, потому что его азербайджанские власти там каким-то кривым образом заказали нападение на него на черном бандитском рынке. То есть нашли каких-то афганских беженцев в США. То есть это доказанная история. Установили и арестовали этого человека, которого там где-то в Телеграме подрядили на него напасть. То есть с молотками могут напасть не только в Риге. И вот он приехал, значит, в ужасе, в Вильнюсе, прошу прощения, он приехал в ужасе советоваться об этом. И мне ему нечего было сказать, потому что, Трамп это, как говорится, beyond того, выше наших возможностей любых. Поэтому я допускаю для себя такое вполне, но, по крайней мере, ты понимаешь, в чем разница? Здесь есть инструменты биться. Несмотря на всесилие администрации президентов США, биться можно. Можно проиграть в итоге, или почти проиграть. Ты, наверное, следишь за историей этого парня Абрега Гарсии, Килмора Абрега Гарсии. Вся страна воюет вокруг одного человека, которого Трамп фактически в своих политических целях пытается выслать из страны. Не получилось в Сальвадор, теперь его собираются в Уганду выслать. Юр, встретимся в Уганде в следующий раз. Какое-то время назад шумела тема Железняка. Большой материал про его связь с ФБК выпустил Максим Кац. Документы, на котором основан этот материал, перед этим приносили в разные издания, в том числе в проект. Вы не стали делать из этого материал. Можешь для тех, кто не читал твой твиттер, коротко сказать, почему? Давай я обобщу как-то. Значит, что ж такое журналистика-то? Это же про общественный интерес, раз. А второе, про понятные прозрачные методы работы. Про общественный интерес. К нам действительно много чего приходит разным путем. Ногами своими, в виде каких-то анонимных писем, в виде файлов, которые нам высылают. Кстати, чтобы уравновесить картину. Точно так же к нам приходили файлы, связанные с женой Каца, где был рассказ задолго до того, как они были преданы гласности. И мы тоже отказались. И примерно, собственно, по той же причине. Причина называется так: общественный интерес. Вот если посмотреть на историю банков группы Железняка, Леонтьева и, собственно, на Каца, с точки зрения общественного интереса эта тема была актуальна лет 10 назад. За эти лет 10 было выпущено про историю банков Железняка несколько важных заметок. Множество. Газет «Ведомости» очень много писала. И дальше. Про обе стороны, причем, этого вопроса. И про нарушение акционеров банка, и про то, как их мочил АСВ и прочие правоохранительные органы. В итоге они свалили из России.
С этой точки зрения тема не проходила. Ну, мы не пишем про то, что было 10 лет назад, уже освещено множеством других СМИ. Второе. Мы изучаем обстоятельства появления слива. Конкретно в том сливе был один мощнейший красный флаг. Сливал человек, который работал на Железняка и, будучи, не знаю, там, расстроенным, лишенным зарплаты, взялся вместе с «Единой Россией», по моим воспоминаниям, защищать права вкладчиков. А сейчас, по моим воспоминаниям, он представляет оборонный завод. Это первая причина. Ну, а вторая про методы. У нас возникло ощущение, что к нам приходит заряженный кем-то интерес. Я и до сих пор так считаю. Уж не знаю, кто стоял за этим, ну, как бы, за этой атакой, которая в финале имела ФБК, как цель имела ФБК. Не знаю, может, это был Невзлин, может, это был Гусинский, может быть, еще кто-то. Но были все признаки тому, что кто-то очень хочет ударить в конечном счете по ФБК. Этически неоднозначная ситуация, поэтому мы отказались. А к вам никогда не приходят заряженные люди, которые предоставляют вам информацию с целью, ну, очевидно, не потому что они за все хорошее против всего плохого, а потому что у них есть какие-то претензии к той стороне, информацию про которую они вам принесли? Да, но в этом случае мы должны иметь возможность про это так или иначе рассказать в материале. Так. Ну а в чем проблема рассказать? Мы не знаем, кому спустя 10 лет после истории с Промсвязьбанком потребовалось мочить Промбизнесбанком, потребовалось мочить Железняка и ФБК. Ну, мы чувствовали себя используемыми в темную. Про общественный интерес. А информация про то, что в руководстве организации... Бинго. Так это же самое главное. Потому что если пользоваться журналистскими методами, этот факт на общественный интерес не проходит никакой проверки. Потому что достаточно взять телефонную трубку. Ну, что мы делаем, а что, например, блогеры не делают. Позвонить в ФБК и позвонить Железняку и спросить, расскажите нам историю, как вы стали тем, кем вы стали в ФБК. И из ответов на вопросы будет понятно, что Железняк там был номинальной фигурой. Так, ну какая разница, номинальная, неноминальная? В этом есть общественный... Понятно, ты сейчас говоришь к тому, что вот это различие в этом скандале, типа, насколько руководящую должность занимал Железняк. Позиция тех, кто обвиняет ФБК в том, что он второе, занимал насколько ФБК его защищала, пользуясь своим политическим весом. Да, вот эта история. Да. Но это как бы скорее градус проблемы. А сама-то проблема, что организация, которая нас всех, тех, кто симпатизировал или симпатизирует, она в том числе приучала к тому, что надо соблюдать социальную и деловую гигиену, она эту гигиеной пренебрегла. И с каким-то, мягко говоря, мутным человеком она делала дела. И в этом, как мне кажется, и не только мне, судя по всему, есть общественный интерес. Разве нет? Ну, этически, наверное, есть. Но он нам показался маленьким. Потому что мы поговорили и с ФБК, и с Железняком, и с автором этой утечки по имени Нарсес Григорян. И уяснили главное, что Железняк, хотя и занимает должность в ФБК, руководящих полномочий и какого-то решительного участия в жизни организации не принимает. Поэтому раздувать историю, как это сделал Максим Кац, мы посчитали невозможно. Этот факт показался тебе маленьким, потому что он маленький, или потому что ФБК твои друзья? Маленьким. ФБК скорее... Ну, послушай, за несколько месяцев до этого мы писали новости про Фридмана и Волкова, потому что он нам не казался маленьким, этот факт. И он, на мой взгляд, этически зашкварный. Что Леонид Волков вписывался за... Ну, что Леонид Волков, как и ряд других, впрочем, людей, про которых тогда почему-то писалось сильно меньше, чем про ФБК, выступили в поддержку Фридмана, да. Поэтому, друзья не друзья, но это нас не останавливало тогда. Расскажи, какие у тебя были отношения с Алексеем Навальным? Ну, вот я тебе уже рассказал одну историю. Да не было никаких особенно близких, профессиональные. Я думаю, что мы лично познакомились, когда он выдвигался в мэры Москвы. Общение у нас было профессионально-дружеское. После выхода расследования, спустя какого времени, либо нашего, либо их,
Кто-то из нас звонил или писал другому со словами «вот это классно» или «а вот это говно». Было такое. Мы ругались, я помню. Был один эпизод, когда мы поругались на фоне истории с Голуновым. Алексей Навальный очень жестко высказывался про Голунова. Да. А ты говорил, что он не прав. Нет, он прав во многих вещах, он не прав в эмоциях и в степени эмпатии, которую он тогда проявил, я ему это сказал. Но там в частной переписке зашло дальше, просто как бы Алексей начал клеймить всех, кто поддержал не его в этой ситуации. Ох. Да, и мне это, опять же, на уровне эмпатии не понравилось. Я ему точно так же сказал. Но, кстати говоря, про Алексея, но он же нормально к этому относится. Он, я думаю, услышал меня. Алексей к кому нормально относится? Ну, нормально относится к тому, когда с ним не согласны, ему указывают на это. В процессе вот этих споров про какое расследование или часть расследования ты мог сказать, что это говно? ФБКшных. Ну, говно хорошо, не тот термин. Неудача, не согласен. Не помню сейчас, Юр, но были такие разговоры. Могу сказать, про которым я восторгался и которым я завидовал. Дворец. Не то, что восторгался, я завидовал тому, что они довели это до конца. То есть, как бы, они сказали сами себе, мы в значительной степени повторяем то, что было, но оно того стоит. И пошли до конца и сделали это нечто большое. Вот это был колоссальный успех. Ты понимаешь, откуда у них визуализация дворца, того, что внутри? Ну, визуализация у них от визуализатора, который нарисовал это, ну, примерно могу представить, откуда. Нет, но то, как там нарисовано, там так внутри, или это мы подумаем, мы покажем это, как это могло бы быть? Нет, ну еще раз, это визуализировалось специальным видеографом, насколько я знаю, но на основании реальных планов. Откуда? Ну, я тоже могу предположить, потому что через год после этого, вернее, в 2024 году, по моим воспоминаниям, мы и они выпускали новое расследование про дворец, где опять была визуализация, в том числе основанная на утечке поэтажных планов. А вот уже откуда утечка поэтажных планов, я не скажу. За что ты Навального уважаешь больше всего? За смелость. Раз. Во всех смыслах. Не только перед Путиным, а за смелость делать какие-то вещи, за которые тебя могут пожурить. Это раз. За упертость, наверное. Очень важное качество в той работе, которую он делал. Давай представим ситуацию, что у тебя оказались бы документы сейчас, которые наводили бы тень на репутацию и память Алексея Навального. Это интеллектуальное упражнение, светлая память герою, но представим такое интеллектуальное упражнение. Тебе попадают документы о его связях с Путиным, о том, что распечатка телефонных разговоров, еще что-то, что ставит как бы крест на его репутации, и там, на нашем к нему отношении могло бы поставить крест. Стал ли бы ты это расследовать и публиковать? Ну, давай, конкретно названный тобой пример про какие-то связи. Ну, наверное, да. Думаю, да. Мы бы, безусловно, внутри это обсудили, но почти наверняка занялись бы. А дальше начинается полутона, потому что для одних наличие Железняка в каком-то неуправляющем органе достаточно для того, чтобы проводить большое расследование с выходом на ФБК. Я, как сказал, таким его не считаю. Ну вот. Зависит от масштаба утечки. После того, как у Каца вышел материал, у вас была переписка в Твиттере, и ты ему написал: «Послушай меня, ничтожество, ты пустое место и клоун. Разговаривать с тобой считаю ниже того, что может себе позволить человек. Я хочу, чтобы ты обиделся на эти слова и навсегда исчез из моего Твиттера. Но на всякий случай забаню». Зачем так вести дискуссию? Эмоционально. Ну, потому что, да, того не стоило. Надо было вообще не вести дискуссию. Ну, вы же понимаете, как бы природу Каца. Он питается этим. Он раздул Твиттер скандал из-за того, что мы не ответили на публичный в Твиттере наезд Каца, не финансирует ли нас Железняк. Пьете ли, любите ли вы пить коньяк по утрам? Он же просто задал вопрос по поводу, финансирует Железняк или нет. Так все просто. Журналисты, когда делают свои расследования, они задают вопросы по-другому. Они не пишут их в Твиттере для начала, до выхода материала. Будь он задан корректно, пришел бы запрос мне, как главному редактору проекта. Конечно, бы ответил. А Железняк есть среди доноров проекта? Да нет, блядь.
Ну, ты понимаешь, он мало того, что непрофессиональный запрос, он глупый по определению. Я не знаю, является ли Железняк вообще спонсором чего-то, судя по тому, что он судится с Гусинским за сумму, которая меньше, не знаю, полугодового дохода канала КАЦа. Наверное, не шибко он что-то спонсирует, но не знаю. Но отвечая КАЦу и всем остальным, так вообще в мире, даже не КАЦу, а людям, которые посоветовали КАЦу начать наезд на ФБК, так уже не устроено в мире, что есть какой-то олигарх, который тайно владеет СМИ и приказывает ему писать. В их мире есть. Мы знаем несколько изданий, которые так работают. Когда им звонит человек и просит написать что-то. Ну так не работает. Нет такого спонсора СМИ, как Железняк. И никакого другого физического спонсора уникального, который финансирует проект, да и не уникального, просто нету. Мы обсуждали расследование ФБК. Ты говорил, что обсуждал расследование, которое они сделали про дом, что они смогли воплотить про резидент, Про дворец, в Геленджике, про дворец. Почему проект не сделал расследование про дворец? Да жопорукие уроды. Ну, вот потому и не сделали, жевали сопли. Это же вообще очень важно в журналистике, особенно в нынешней. Мы поэтому и за книжку за такую сели. Мы все должны понимать, что обобщение наших знаний о нашей истории – это важнейший, отдельный, вполне состоявшийся журналистский жанр. Мы иногда, журналисты, за рутиной, за погоней о чем-то новом, не понимаем, что вокруг нас выросло сопоставимое по числу, а даже превышающее по числу поколение людей, которые про это не знают и не связывают, грубо говоря, событие А с событием Б. Ну, просто чисто календарно иногда. Во-вторых, чисто цензурно, потому что очень много лакун информационных вокруг нас, рукотворных, которые сделала власть. Более того, ковыряясь как бы в общеизвестном, ты вдруг набредаешь на фантастические детали. Так часто и бывает. И так было, кстати говоря, в истории с ФБК, потому что, пойдя по очевидной теме, они, например, получили вот эту вот финдокументацию этих офшоров, которые всем там рулили. А это, на мой взгляд, это было самым ценным в этом ценном обобщении. Я невероятно ценю, восхищаюсь без привязки к году и даже без привязки к расследованиям, потому что этот человек не про расследование, а Леонидом Парфеновым. Я вообще с каждым днем все дальше и глубже ухожу в любовь к историческим проектам. Во мне профессия берет свое. Так вот, он самый гениальный вообще из видеоформатов, который придумал. И по качеству работы с историей, с информацией, с архивом, с видеоархивом в стране, где видеоархивов как таковых нет вообще, где все делается через жопу, все это нужно искать, договариваться по блату и так дальше. Это фантастическая работа, фантастический опыт. Есть всем, чему учиться. И в первую очередь вот этому подходу о том, что история и обобщение – это иногда в миллион раз важнее, чем новая новость небольшая. Еще про эмоции два вопроса. Ты писал, пишет один лакей другому в лакейской газете «Коммерсант», славная не только проверенными военкорами, но и ежегодными панигириками собственным же насильникам. Штука в том, что говорящая фамилия вовсе не Громов, а Гробов. Действительно говорящая. Че? Про проверенный военкор это ты про Александра Черных? Да. Ну и, наверное, не только. Я не слежу пристально за тем, что сейчас делает «Коммерсант», но я думаю, не только, но в том числе. А какие претензии к Черных? В том, что он работает в лакейской газете, выпускает лакейские материалы. Все просто. Что ты думаешь про его материалы с Курской области? Мои коллеги, если бы ты их спросил, не дадут соврать. Я инициировал даже внутри обсуждения, потому что мне она показалась важной и описывающей реалии реальные, которые другие СМИ не могут себе позволить, потому что они не в России, например, осветить. Поэтому конкретно про эту заметку она скорее... она обогатила мои знания и ощущения. Но если ты помнишь, дискуссия же была не об этом. А стоит ли награждать ее единственной независимой премией эту заметку? Здесь однозначный ответ мой нет. Потому что нельзя премию присуждать без учета множества... это композитная премия, она должна учитывать множество других фактов. Что это лакейская газета, что они не называют войну войной, и дальше по списку.
что у них увольняют главных редакторов просто за то, что они написали слово «Навальный», и дальше. Не, так я про редколлегию я ни слова не говорил. Я сейчас про твое отношение, про проверенный военкор, такой прыжок на него. Да, но ты признаешь, что текст из Курской области... Полезный для понимания, что происходит в России, да. А разве это не повод с каким-то большим уважением относиться к работе, вот такой работе, когда в заданных условиях ты делаешь, что можешь, Так. и даешь ту информацию, которой ни у тебя, ни у меня, к сожалению, нет сейчас доступа? Не очень понимаю твой вопрос. Что такое делаешь, что можешь? Ну, он может делать наверняка что-то сильно большее. Разве нет? Заметка про то, что в России растет рынок протезов, выпущенная газетой «Коммерсант», но не этим человеком, без упоминания причин роста рынка протезов. Ну, это позор. Это не называется делать то, что можешь. Это называется отрабатывать номер. Выпустить и забыть пойти в бар. Все это вместе я имею в виду. Знаешь, я сейчас не хочу быть Ксенией Собчак на твоем интервью, поскольку, когда я смотрел интервью Ксении, у меня было полное ощущение, что она задает тебе вопросы про какие-то там выборы, выборы, которые делает журналист, и там общий рефрен интервью из серии «Ну зачем же ты так, Роман, зачем же ты так резко?» Был такой грех, да. Да, можно же было не так резко, и тогда бы ты не уехал из России. Я не хочу так звучать, я ни в коем случае не хочу про такой выбор говорить. Я сам свой выбор сделал. Ага. Но не кажется ли тебе, что хуже и для ремесла, и для нашей страны, когда мы, находясь за границей, мы людей, которые коллег, которые не оскотинились, не стали людоедами, не участвуют непосредственным образом в убийстве граждан Украины и России на этой войне, что мы ведем себя пренебрежительно и смотрим на них свысока, хотя они делают важную работу. Отвечу. Пусть и, разумеется, с огромным слоном в комнате. Первое. Я, конечно, не из тех людей, кто предлагает их взрывать. Есть и такие люди. Второе. Проблема же не в этом. Это создает иллюзию. Вот в чем участвуют эти люди. Они создают липовый мир, в том числе липовый журналистский мир, в котором якобы есть какие-то правила, нормы, стандарты. Какие могут быть стандарты, если ты не называешь вещь именем этой вещи? Вот я против чего. Это создание муляжа. Тот же Черных активно участвует в создании муляжа, как и все остальные, работающие в газете «Коммерсант» сейчас. И это началось не с войной, Юра. Это началось не с войной. Они выгнали, еще раз, опуская нюансы, они выгнали главного редактора за то, что он опубликовал реальную фотографию реального бюллетеня. Ты про Ковальского, например, да. Это просто пример, вот так, как говорится, сверху памяти. Этому муляжу уже много лет. Я не могу относиться с уважением профессиональным к людям, которые из моей профессии сделали чучело. Получилось, как у Собчак. Я один раз только спросил. Русское кладбище. Кладбище Форт-Росса, где хоронили тех, кто был в крепости. Это выглядит очень по-американски, да, когда кресты вот так, как на американских кладбищах. Но при этом сами кресты очень наши. Да, православные кресты, да. Я думаю, здесь хоронили крещенных людей. Неважно, кто они. При этом там табличка, да. И там написано, происхождение всех. Да. И большая часть — это алеуты, это индейцы. Местные жители. Но все имена христианские, которые ты там видел. Да. То есть даже если там речь идет про алеутов, предположим, которые, конечно, христианами стали потому, что их русские покрестили. Трофим, Роман. Да. Но индейская фамилия. Да, но это говорит о том, что это православные люди, поэтому их здесь похоронили, скорее всего. Очень необычно. И цветы, как ты думаешь, это ухаживают или? Я думаю, это усилиями смотрителей, да. Слушай, улетел. Надо вставить же, да? Поухаживать. Да. Я не специалист, но, по-моему, судя по всему, они вот здесь. Надеюсь, никакого канона я не нарушил. Да, как я помню, но за эту часть не поручусь. Оно было в очень неприглядном состоянии, когда, начали
начали активно заниматься уходом за фортом, и его восстанавливали, ну, кладбище. Возможно, и кресты эти относительно недавние, ну, там, пара десятков лет. Но это так необычно. Да. Вот что я хочу сказать. И там еще был священник, который заезжал сюда, главный священник по вот этим регионам России тогдашней. Да. Он 44 года служил на Аляске. И после этого вернулся в Россию, и не просто в Россию, он сам из Иркутска, в центральную часть, и служил в Коломне. Ну, просто представь, 44 Нет, ну вот это о чем я тебе говорил. Он счастливчик, он прожил здесь 44 года, наверняка безвылазно. То есть он вот объезжал вот эти вот свою епархию. Отслужив 44 года, можно представить, каким он уже был немолодым человеком, по тем временам и, наверное, нездоровым. Вернулся домой. Как ты к смерти относишься? Боюсь я. Что-то после смерти есть, по-твоему? Не, я скорее агностик. То есть, возможно, да, но я по умолчанию в это не верю. Думаю, что все физически заканчивается. То есть только тут и все? Только тут и все. К сожалению и к счастью. И финально про прыжки, про претензии. Про Урганта и Слепакова ты написал. Хотелось бы понять, где и что жуют молодые лидеры масс-культуры, все эти Урганты, Слепаковы и прочие остроумные ничтожества, про которых мне тут авторитетно заявили, что они уж-то все понимают. Они поездок боятся или до сих пор все неоднозначно? А повод был какой? Мобилизация, видимо. Во-первых, опять же, не зная тем более повода, скажу так заранее, на всякий случай извинюсь за форму, наверняка я из-за нее тоже переживал. Мы все эмоционально взвинчены на фоне войны были. И, кстати, в момент мобилизации я эвакуировал своих сыновей из России, поэтому отчасти это понятно. А теперь про суть. Так ведь это же важнейший момент. Ну, я не знаю, что там Ургант со Слепаковым конкретно сделал. Для меня они олицетворение нашего телевизора. Они молчали, видимо. Нет, это они молчали, но как бы повод был какой. Они же олицетворяют наш телевизор. Я прав? Ну, они суперзвезды российского телека и шоу-бизнеса. Ну да. Я свято верю, что телевизор сыграл просто огромнейшую роль в том, к чему мы пришли, к чему пришла Россия. И к чему она могла бы не прийти, если бы телевизор выполнял свою функцию, ну, вдруг, представим, по-другому. Телевизор до сих пор управляет Россией. Хрен с ним, с Путиным. Но если бы на протяжении 20 лет, условно для примера возьму одну тему, телевизор рассказывал, что ксенофобить геев — это нехорошо, у нас бы страна была, пусть в этом вопросе, совсем другой. Нужно очень мало. Наш телевизор был увлечен шутками и зарабатыванием денег. Зарабатывание денег само по себе ничем не плохо, но когда оно сопровождается молчанием по всем злободневным темам, это позорище. А не кажется ли тебе, что ты требуешь от всех быть героями? Ты же понимаешь, как выглядел контекст? Гайки закручивались постоянно, и чем дальше к 22 году, тем больше внутренних сил, воли и, героизма требовалось от известных людей для того, чтобы каким-то образом этому публично противостоять и высказываться. И, в общем, те, кто это делали, это в каком-то смысле, может, слово «герой» может, для кого-то звучит патетично, но это особенные люди. Не все люди особенные. Можно ли предъявлять тем, чьи руки не в крови, кто не занимается активно в пропаганде, но кто просто там, по темпераменту, по каким-то вот таким вот способностям, он не такой, как ты, как многие наши коллеги, как какие-то селебрити, которые высказались активно? Да, ты прав. Возможно. Я давай так скажу. Я требовать ни от кого ничего не могу, я этих двоих вообще не знаю даже. Но мне бы хотелось, чтобы, да, они были чуть-чуть более смелыми. Если это неоправданное желание, я готов это признать. Окей, вот оно мое такое. Ты же понимаешь, всегда хочется от известных и знаменитых людей, которые в чем-то твои кумиры, не конкретно эти двое, но неважно. От них всегда хочется. Вообще от кумиров миллионов, а они наверняка кумиры для миллионов внутри России, всегда хочется больше. И всякий кумир, который становится кумиром, должен бы это осознавать. Ты кумир для какой-то части аудитории. Ты же понимаешь, какую тяжесть это на тебя накладывает в том числе? Не сказать херню. Я не знаю, Слепаков думает о том, что он
кумир для миллионов людей. И что его слово, даже маленькая оговорка, это big deal. Мне кажется, ты просто не следил за ними. Там очень сильные изменения произошли, и Слепаков уже не в России. Нет, Он это иноагент, не в России, это человек, который, в общем, мне кажется, к которому у тебя, даже у тебя, до такого строгого человека, как у тебя, не было претензий. А тебе не кажется, что ты находишься в ловушке того, которая есть у большого количества людей, когда ты путаешь профессию и личность? И ты начинаешь судить о людях, исходя из того, какие они в профессии. Ну, когда мы говорим про публичных людей, да. Другого способа суждения о них у меня и нет, потому что я не соприкасаюсь с ними как с личностями. Ну, это просто ловушка очень часто. Ловушка, согласен. Ну, она же работает всегда в шоу-бизнесе. Мы же большинство людей из шоу-бизнеса представляем по их, так сказать, профессиональному облику, не представляя, кто они на самом деле. Ну, так устроено. И они это понимают, и я это понимаю. Но давай так. Особенно с учетом того, что ты сказал про Слепакова, я вообще верю. Это, кстати говоря, и в обратную сторону про Железняка работает, хотя это совершенно другой кейс. Люди, которые возвысили голос, неважно в какой момент, какой мотив у них был непосредственно перед этим, которые пересмотрели, покаялись в чем-то, изменили свою точку зрения. Да за одного такого двух героев иногда можно дать. Я приветствую и рад, когда такие люди появляются, и я узнаю про такие кейсы. Кто такой Хэнк? Классный парень, носитель традиции знаменитых калифорнийских хиповых коммун. Я, конечно, плохо знаю предысторию до того, как Хэнк когда-то очень давно уехал в Россию, еще в Советский Союз, и работал на Байкале егерем. Он там прожил, по моим воспоминаниям, больше 10 лет. Нашел там семью, нашел там российское гражданство в итоге. Человек, который любит и понимает, видимо, природу гораздо больше, чем, например, я. А вернувшись сюда, это его родной штат, он пошел работать в Форт Росс. Это главный музей в Калифорнии, на темы, связанные с Россией. И там еще отработал до весьма почтенного возраста. А на досуге занимается тем, что живет в глухомане, в горах, в красивейшем месте, в таких егерских условиях. Роман, когда позвал нас в Форт Росс, сказал, что давай я тебя еще познакомлю с одним человеком. Хэнк работал в Форт Россе много лет, и еще у него интересная история связи с Россией. И он привез нас к вам. Это ваш дом. Вы здесь живете? Я такое видел только, честно говоря, в кино. И, может быть, в журналах про путешествия. Мы от шоссе ехали минут 40 среди секвой с невероятными видами и вот наткнулись на такой домик. Очень похоже на домик, куда Рэмбо уходил, когда решил отшелить. Это домик из одной комнаты, и вы здесь выращиваете малину. Ну, сам вырос. Я просто, дикий. Но жемчужина, конечно, все строение. У вас там ванная. Да, секвойя кругом, и вид на звезды, эти жемчуги, которые мы сеем. Что это такое? Что? Моя лошадь. Электрическая лошадь. Вы заряжаете машину? Ну, естественно, да. Это просто беспокоит про наши окружающие среды, и не надо еще все это, и не надо еще нефть качать и говорить «drill, baby, drill», но не надо это. Мы in the middle of nowhere. Ну, есть свет, все равно. Здесь есть где подзаряжать. Ну, есть вода, есть электрическая. А в ванной, пардон за вопрос, вы когда моетесь, там же никаких перегородок нет. То есть вы моетесь и... Вы просто пользуетесь тем, что никого рядом нет. Эксгибиционист, но просто никого нет здесь. Бараны, может быть, или козелы. Надо беспокоить про старые козелы. Может быть, я старый козел. Расскажите о себе. Вы 15 лет прожили в России.
Да, я родился здесь, но когда был в холодной войне в 80-м году, просто беспокоил меня, и я не хотел видеть такая, ядерная война, да, и как молодежь сейчас, может быть, беспокоит про, не знаю, глобальное утепление или, другие. Тогда было много молодежи беспокоились про возможность войны между Советским Союзом и США. И я стал активист как гражданский дипломат и помог культурный и научный студенческий обмен между Советским Союзом и Россией и США. И, сначала просто путешествовал туда, и потом со временем попался. И даже женился. Даже 2 раза, но не в одно время. На сибирячке, и такие хорошие женщины. И стал жить там 15 лет. И сначала работал в Виньязе, Иркутск, Институт иностранных языков. Но потом стал больше и больше помочь разные экологический и культурный обмен. Много времени было на Байкале. И со временем даже получил работу у меня в Прибайкальский национальный парк. Работал лесник-егерем. Там было очень интересно. Так любил жить в лесу, там в избушке и в деревне, среди деревенской. И было, может быть, самое лучшее время в моей жизни. Но еще раз женился, и дети даже, и уже сейчас мой ребенок, который родился в Иркутске, уже 25 лет, и мы переехали сюда. Такая судьба, но сейчас добро пожаловать в раю. Вы жили на Байкале в России? Да. Что вы думаете про Байкал? Ой, это такое место, и я так благодарен просто сам, мать природы, конечно, что есть такое чудо, и Байкал такой сильный, да, самое глубокое озеро и самый глубокий рифт в планете на Землю, да, не в океане, и такой энергия, и очень дают много. Это, можно сказать, даже это время и батюшка Байкал, спасал меня. Вы знаете, что такое Юнона и Авось? Конечно, да. Это был до того Форт Росс, да? В 1806 году в Сан-Франциско, да? Да. И до сих пор Кончита, да, она, в кладбище, да, недалеко, в Бенише, недалеко из Сан-Франциско. Поправьте меня, если где я не прав. Был граф, который просто путешествовал, и который заехал в Сан-Франциско, и влюбился там в дочь местного коменданта. Вот. И в итоге у них был роман. А дальше чем закончилось? Она была католическая, и он, конечно, православный, и он сказал, надо обратно, чтобы добро дали. Но он тоже, наверное, немножко хитрый, что это, может быть, помочь, чтобы можно торговаться побольше. И на обратном пути через Сибирь в Краснодар он болел и тоже упал из лошади и умер там. И она долго ждала, но и потом никогда не вышла замужем. И она стала первой монашкой в Калифорнии. Видишь, что русские делают для американки? А православная монашка или католическая? Католическая. Не думай. А вы знаете, что есть очень известный мюзикл в России про это? Конечно, Вы да. были на нем? Да, в Иркутске, да. А, он приезжал в Иркутск? Что? В Москве с центра университета. Браво. Просто по щекам. Иркутск, середина земли. Браво. Я сибиряк. Половина. Как ты реагируешь, когда видишь людей, которые так интересуются Россией? Какие у тебя мысли? Я счастлив. Это правда важно. Давайте называть вещи своими именами. Россия — это, в общем, объект единственного моего большого интереса. И экспертизы тоже. Я бы рад разбираться много в чем. В Новой Зеландии, в Австралии, в Африке и так дальше. И, может быть, даже что-то знаю, но не знаю столько, сколько про Россию. Поэтому мне интересно, когда есть люди, которые хотят
узнать больше про нее, в том числе и от меня. Б, ну, слушайте, если они хотят узнать больше, значит, они интересуются, волнуются за нее, поэтому мне это важно. И, кстати говоря, в Калифорнии таких людей очень много. Вы хотели бы приехать в Россию? Я не могу сейчас уже отправить меня в тюрьме. Как было событие, это русская американка в Лос-Анджелес, она дала $50 на милосердие украинское. Ага. И когда она вернулась домой в Екатеринбург, Ее арестовали? да. Но, к счастью, обменяли сейчас, да. Да. А вы тоже помогали фондам? Да, и больше, чем $50. И тоже принял здесь беженцы и помог с деньгами, и просто... Подсолнухи? Знаете, подсолнухи не надо переводить значение и важность. Просто можно сам смотреть на подсолнух. А вы их специально посадили или почему? Ну, конечно, да. А подсолнечник — это как акт поддержки Украины, как символ Украины? Да, ну тоже просто жизнь прекрасная, да, и надо смотреть на солнце, и что хорошо. Ты сам сказал, что вся твоя журналистская карьера проходит при Путине, и Путин много сделал для того, чтобы те издания, в которых ты работал, либо заканчивались, ну, в том или ином виде они заканчивались. Даже если Плохо заканчивались. Да, даже если они сохраняли бренд. Хоть раз за последние годы или вообще когда-то у тебя возникала мысль, что вот эти годы ты работал зря, все было напрасно? Да, но это не было связано с Путиным, по большому счету. Я тебе сейчас объясню. Это очень важное, но оно такое лично-творческое переживание. Эпизод такой был сравнительно недавно. Буквально в разговоре с самим собой назвал его катарсис. Я вообще люблю музыку и даже считаю себя чуть-чуть разбирающимся в ней, совершенно в разной, и даже в русском роке. И, значит, мне тут Spotify в какой-то момент начал подсовывать песни человека, которого зовут Константин Ступин. О. Внимание. Ну и как бы я ходил его, слушал, мне казалось, что ну вот какое-то новое имя. Я просто не сопоставил, не смэтчил то, что я раньше знал. Потом расслушался, послушал вот альбом целиком. А потом, придя домой и сев за компьютер, начал сопоставлять. Я вспомнил, что я читал в 2015 году, как тогда показалось, проходную, но интересную заметку издания «Такие дела». Про жизнь и потом уже смерть, немного погодя. Константин, я сейчас не буду уходить в детали, зрители, наверное, найдут сами. Но это история, как бы, очень характерная история рок-н-ролльщика. И я вдруг сказал себе, а что я делал в 2015 году, когда была написана, когда вот развивалась эта история с ним, когда писалась эта заметка таких дел. Еще раз, в ней нет ничего сенсационного, в ней нет прям... Это такой крепкий репортаж. Рассказ о настоящем панке. Рассказ, да. Из «Орла», кажется. Да. А я в РБК редактировал и настраивал вот эту машину по производству делового контента. Про то, что Уралвагонзавод снизил производство колесных этих самых пар или увеличил, или любой другой миллиардер что-то... Была в этом польза? Ну, наверное, была. Но я вот себе стал задавать... А в 2015 году я теми историями интересовался, теми людьми. И скорее, ну, нельзя в сослагательном наклонении про прошлое, но вот я так себе сказал, что, а может быть и нет. Короче, сейчас такие истории, в центре которых интересные люди, меня тревожат гораздо больше, чем в 2015 году. Если это ответ на твой вопрос, сожалел ли я о чем-то, ну, не приносило ли прока что-то в моей карьере, ну вот, наверное, вот так отвечу. Ну, то есть ты хочешь сказать, что сейчас то, чем ты занимаешься, приносит гораздо больше удовольствия, чем в 2015 году? Нет, я хочу сказать, что, возможно, я в 2015 году был чересчур близорук, чтобы не видеть другие истории, помимо тех, которыми я занимался. Другие вообще пласты тем. Людей не видел за колесными парами. А сама журналистская работа? У тебя нет ощущения, что все напрасно? Все расследования, все, что вы раскрывали про Путина, про его круг, про преступления, что это ни к чему не привело? Нет, это много к чему привело.
Отчасти то место, где мы находимся, это результат нашей работы. К эмиграции. Да, это привело к эмиграции, это привело Путина к войне. Ну, в том смысле, что это не мы подтолкнули Путина к войне, но то, что мир узнавал про него все больше, заставляло и его в том числе все больше жестить. Ну, как бы это вечная диалектическая борьба хороших с плохими. Ты считаешь, что ты хороший? Я считаю, что я хороший. Стараюсь. Не факт. Смотри, у тебя в книге есть момент, где ты рассказываешь про встречу Путина с отцом. Предположительно, последняя встреча, потому что его отец тогда уже болел. Ваши источники вам рассказывают, что якобы на этой встрече отец говорил, что он понимал, что Путин может стать президентом, и там заявлялось такое пожелание, что вот классно бы, если бы когда-нибудь Крым снова был российским. И про гимн еще он там говорил. Да, и то, что нравился советский гимн. Но ты же допускаешь, что это может быть апокрифом? То есть насколько ты этой информации доверяешь? Слушай, конкретно в этом случае мы близки к уверенности там, на 80 примерно процентов, я так скажу. 80% в силу статуса того человека и его близости к проблеме. Возможно, главный вывод книги: было очевидно, что у него, Путина, нет никакой идеологии. Жить красиво и править до самой смерти. Вот и вся идеология Путина и его дворян. Но точно ли это? Разве традиционализм, консерватизм, собирательство земель, свое представление об империализме — это разве не идеология? Ну, это какие-то начатки идеологии, которые в каждом есть. Но штука в том, что в Путине они тасуются очень причудливым образом. В зависимости от времени, места и исторического периода могут вылезать совсем не те, которые должны бы быть присущи традиционалисту и собирателю русских земель с самого начала. Мы про это пишем. Очевидный пример. Он в 91 году, и в 91-м, и в 92-м был при Собчаке, был его фактически правой рукой, в том числе в тот момент, и он, кстати, периодически про это вспоминает, когда был знаменитый путч ГКЧП подавленный, и следом за ним развал Советского Союза, которую он, как известно, назвал величайшей далеко не сразу, во втором сроке, по моим воспоминаниям, во втором сроке. Назвал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. И мы очень много пишем про вот этот момент в его жизни, когда и произошла крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века. Ну, потому что Путин ей не сопротивлялся, он не боролся за сохранение Советского Союза в момент... Он не столько, она его вообще, судя по всему, вот в обыденной жизни не особо занимала. Ну, еще раз, когда распадался Советский Союз, вот конкретно в эти дни, декабрь 91 года, самое начало 92 года, он занимался ресурсами в обмен на продукты. Знаменитой программой, вот натурально, там же есть буквально в архиве Салье по дням его переписка с Авином, его переписка со своими подчиненными. Он выбивал квоты для фирмы Ильгама Рагимова, друга своего студенческого. Он выбивал для Тимченко, для фирмы Тимченко и для фирмы Якунина. Буквально там если посмотреть, 2 января. Что делали люди обычные 2 января 92 года? Бухали, лежали с похмелья, не работали. Он занимался фирмами Тимченко и Якунина. А в мае того года, на секундочку, на 9 мая, судя по всему, потому что это были большие длительные майские праздники, 1 плюс 9, он провел предоставленной ему на коррупционных основаниях вилле в Финляндии, на острове. Он майские праздники вместе с Собчаком, Золотовым и еще, значит, компанией, женами своими, и еще компанией, значит, каких-то деятелей из мэрии, отдыхал на вилле в Финляндии. Виллу ему предоставила финская компания, которая хотела лес вывозить из Ленинградской области, из Питера и из Ленинградской, предоставила за лес в стране, которая только что пережила крупнейшую геополитическую катастрофу. Что они там сидели, под рульку обсуждали? Какие во Франции классные дома.
Они обсуждали жизнь во Франции. Эта видеозапись доступна, и она там стала достоянием глаз, типа года 3 тому назад ее финский телеканал выкупил, значит, на аукционе и выложил. Ну, хорошо. В моем мировоззрении это немного не соответствует образу собирателя русских земель, который тогда должен был кровавыми слезами рыдать. Мы сейчас ходим по Форт-Россу и смотрим с интересом и, как мне кажется, без всякой там агрессии и чего-то еще, за тем, что, по сути, было, ну, колонией нашей страны, и люди, в общем, которые к этому причастны, там, попали в учебники истории. И там про них написано, ну, как минимум без негатива. Там, либо нейтрально, либо с респектом. В смысле, про участников этой миссии? Да. Ну и в целом про всех, кто осваивал эти места и так или иначе либо на время, либо навсегда присоединял их к России. Про Путина ведь также будет написано в учебниках через 100 лет? Ну, в какой-то части вполне возможно будет так же написано. В какой-то части не будет так. Ну, подожди. Ну, во-первых, давай все-таки... Ну, можно сравнивать все, но, конечно, исторические контексты сравнивать трудно. Начало 19 века, так сказать, с миром, который только начали делить. И конец 20-го, начало 21-го, когда в мире действовало, как нам всем казалось, вполне разумное мироустройство. Разное было время. Вот здесь вот чуть-чуть на юг проехать, там есть побережье Дрейка, того самого. Он здесь тоже высаживался, хотел что-то сделать. Там у них по какой-то причине не получилось. Ну, кстати говоря, там памяти тоже много о нем. Улица, берег, пляж, городок даже какой-то, по-моему, его именем назван. Ну, в том смысле, это был обычный способ освоения мира в то жестокое время. Ну, и ты думаешь, что через 100 лет, когда историки будут смотреть и видеть, как выглядят границы России, а они... Ну, в общем, они, очевидно, могут иметь те формы, которые сформировались в эпоху Путина. Такое может быть. Это весьма а может и не быть. Ну, нет, может и не быть. Вот. А вот ты думаешь, что будет учитывать контекст, что будут говорить, что вот он не присоединил, а аннексировал, что так никто не делал, а только он. Ты думаешь, этот контекст останется? Ну, это не будет пофиг через 100 лет? Нет, я так скажу, это очень зависит от того варианта, которым кончит Путин. Ну, если Путин кончит как морально осуждаемый политик, то, конечно, так не будет. Если Путин не кончит как хотя бы как морально осуждаемый политик, то так вполне может быть. Ну, как бы Мединский сейчас такие учебники пишет, зачем ему ждать 100 лет. То есть наша задача как журналистов добиться хотя бы морального осуждения этого человека. Чтобы как можно большему числу людей было понятно, что он врет, творит херню, гадости, убивает людей, льет кровь. Вот в чем наша суть. Ну а как? Ну это же подразумевает, наша задача не осудить Путина во что бы то ни стало, наша задача рассказать, как было. Если это как было осуждает Путина морально, то да, то это хорошо. Я слышал про тебя формулировку, что когда обсуждалась одержимость Путиным, тем, что Путин главный объект твоего исследования, такая формулировка, что чем больше смотришь бездну, тем больше бездна проникает в тебя. Ужас. Ловил ли ты себя когда-нибудь на ощущение, что ты сам в чем-то на Путина похож? Например, в том, что ты автократичен и жесток. Не, я думаю, это сформировалось вне зависимости от Путина, но в целом профессия, конечно, на это повлияла, все стрессы и проблемы. Да, я в том числе благодаря моей работе становлюсь хуже, я это признаю. Нервы, стресс и самое главное, толерантность к дерьму. Для меня многие вещи, которые, казалось бы, должны вызывать удивленное возмущение, не удивляют и не возмущают, потому что я уже к ним привык. То есть у меня вот это вот очень важное для редактора чувство неофита в каждой новой теме, которую тебе приносит человек, оно исчезает. То есть мне многие вещи, которые мне приносят, кажутся обыденными. Помимо того, что это вредит иногда работе, выбору темы, например, и так дальше. Ну, это просто как бы человека немножко уродует. Ну, я живу с мерзавцами круглые сутки, имеется в виду в текстах, в компьютере в своем. А потом прихожу там к семье, условно говоря. Это влияет на меня и в личном смысле очень сильно. Есть ли у тебя мечта в профессии? Придумать следующий ее шаг. Может быть, не обязательно журналистский. Но я в той фазе
своей жизни, когда я отчаянно ищу следующий шаг. Не расследование про Путина, условно говоря. Не очередное расследование про Путина. Есть ли у тебя мечта в жизни? Всякие бывали, по-настоящему сейчас, видимо, все просто побывать в России. И финальное. В чем сила? Меня предупреждали. Давай так, в двух вещах. Любопытство и скепсис. Как нож с вилкой. Одним берешь, другим отрезаешь.